Наша история насчитывает тысячи лет. Интересно, о чем мечтали жители Аркаима, когда смотрели на звезды? Предвидели ли они падение метеорита? Держись, конечно. Такая вспышка яркая. Челябинская область – это не просто громкие слова. Это сплоченность, поддержка, любовь к родине, память о тех, кто совершил подвиг и защитил свое отечество. Для нас свои – это новые герои нашего времени. Сделаем наш фильм масштабнее. Соберем всю Россию. Тех, кто чтит свои корни. Молодых и дерзких, ярких и целеустремленных. Все-таки наш фильм о мечтах и мечтателях, о поющей душе, о научных достижениях и даже стремлении раскрыть тайны природы. Каждый южноуралец в душе мечтатель, а в нашем фильме мечты сбываются. Теперь все на своих местах. Но, как и в любой киноленте, многое остается за кадром. Порой самое лучшее. Финала Гран-при России по фигурному катанию на коньках 2025-2026. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Русская душа. Стоит только коснуться ее струн, и она развернется во всем своем величии. Ей под силу оживить даже безмолвный лед. С ним она говорит на языке великих композиторов и выдающихся художников. На его полотне она создает филигранное искусство. Искусство фигурного катания. Символа России. Олицетворение уникального культурного кода и всенародной любви. Воплощение легендарных побед. У русского фигурного катания свой неповторимый почерк.
Добрый день, дорогие друзья! Челябинск, привет! Добро пожаловать! Трактор-арена, дайте шума! Друзья, Южный Урал вновь принимает соревнования по фигурному катанию, погружаясь в атмосферу невероятной красоты, высочайшего мастерства и непревзойденного таланта. А несут в себе эти ценности уникального культурного кода наши участники, представители разных регионов России. Итак, приветствуем Республика Татарстан, Удмуртская республика, Краснодарский край, Пермский край, Московская область, Оренбургская область, Ростовская область, Самарская область, Свердловская область, Тульская область, Тюменская область, Москва, Санкт-Петербург и регион, принимающий соревнования, Челябинская область. Для слов приветствия приглашается губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер, генеральный секретарь, советник президента Федерации фигурного катания на коньках России Александр Ильич Коган. Добрый день, Челябинск! Дорогие друзья, я от всей души рад приветствовать всех на открытии финала Кубка Гран-при России. И отмечаю, что мы с большим удовольствием у себя в Челябинской области проводим такие мероприятия по фигурному катанию, потому что это по-настоящему любимый вид спорта. Я бы даже сказал, что это наше национальное достояние. Великие чемпионы, великие тренеры, которых мы помним, знаем и любим. Я хочу сказать слова благодарности Федерации России по фигурному катанию на коньках, поблагодарить Антона Сихрулидзе, Александра Ильича Когана, который находится здесь, рядом со мной, за доверие к Челябинской области, к нам, к возможности проводить такие замечательные соревнования. И, конечно, видеть лучших спортсменов нашей страны на нашем льду. Мы увидим также и участника Олимпийских игр Петра Гуменника, и это здорово. И я уверен, что и будущих чемпионов, которых мы пока еще не знаем, мы сегодня увидим на нашем льду и будем гордиться ими на уже следующих Олимпийских играх. Уверен, что наши спортсмены будут принимать в них участие в полном объеме. Дорогие друзья, в преддверии замечательного женского праздника Дня 8 марта я хотел бы поздравить всех наших дорогих и любимых женщин. Пожелать вам всего самого-самого наилучшего. Этот день, эти соревнования – это тоже подарок вам. Знаю, как вы любите фигурное катание, поэтому очень рад, что именно на Международный женский день мы проводим эти соревнования. Это подарок всем женщинам. Желаю спортсменам всего самого наилучшего, удачи, спасибо! Уважаемые спортсмены, тренеры, любители фигурного катания. От имени Федерации фигурного катания на коньках и от себя лично я хотел бы поблагодарить правительство Челябинской области, губернатора области Алексея Леонидовича Текслера за то внимание, которое уделяется нашему виду спорта в регионе. В ближайшие несколько дней мы увидим лучших фигуристов нашей страны. Я думаю, что будет правильнее сказать лучших фигуристов мира на этом льду арены «Трактор». Я бы хотел пожелать всем спортсменам и тренерам удачи на Челябинском льду. А мы
вместе с вами, уважаемые болельщики и любители фигурного катания, давайте болеть за наших фигуристов и за победы российского спорта. А теперь объявляю финал Гран-при России 2025 года открытым. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Благодарим вас. Спасибо. Дорогие зрители, совсем скоро начнутся соревнования. И эти трибуны наполнятся ликованием и восхищением от той красоты, что развернется здесь, на ледовой арене. Замечу, что победители и призеры финала Гран-при России получают уникальные медали, созданные знаменитыми златоустовскими мастерами-оружейниками. Болейте за любимых спортсменов, поддерживайте и заряжайте их уверенностью перед прокатом. В церемонии открытия принимали участие команда синхронного катания «Юность», город Екатеринбург. Детская хореографическая студия при Государственном академическом ансамбле танца «Урал». Театр моды Русского
спортивного костюма Челябинский эстрадный хор «Тутти». Друзья, пускай в искусстве на льду победит сильнейший. Пожелайте удачи громкими аплодисментами спортсменам, которые совсем скоро появятся на этом льду. Но я предлагаю, дорогие трибуны, нам с вами познакомиться чуть ближе. Сегодня вы имеете уникальную возможность попасть в объективы множества телекамер, которые расположены на территории ледовой арены «Трактор». И давайте-ка мы будем заглядывать в них вместе с вами прямо сейчас и тем самым узнаем, что же за болельщики сегодня на трибунах и что же они нам приготовили. Если вы видите себя прямо сейчас на центральном кубе, помашите руками. А зафиксируйте, пожалуйста, дорогие операторы, камеру прямо сейчас вот в этом положении. Мы видим девушку, которая одна на целом ряду прямо сейчас сидит. Здравствуйте, мы разговариваем с вами. Помашите, пожалуйста, рукой нам. Девушка, да, мы говорим про вас. Пожалуйста, покажите на пальцах, а сколько лет вы уже увлечены фигурным катанием? Да Господь с вами. Я прав, вы показали 45 лет? 45 лет фигурное катание в вашем сердце. Скажите, вы когда-нибудь занимались сами фигурным катанием? Но насколько большое значение для вас имеет этот вид спорта? Навечно в сердце. Спасибо большое, аплодисменты нашей болельщицы. Движемся дальше, заглянем еще на какой-нибудь сектор и посмотрим на тех людей. И самое главное, что они сегодня принесли в качестве поддержки для фигуристов. Если у вас с собой имеется что-то, чем вы будете поддерживать наших фигуристов, то покажите, пожалуйста, в камеру. Мы посмотрим. Ни одного плаката. Вот, пожалуйста. Давайте посмотрим, за кого болеют. Болеют за Софью Муравьеву. Мы Софье Муравьевой желаем всего самого лучшего. Петр, сияй. Передаем и это тоже замечательное пожелание. Владу, конечно же, большие приветы отправляются и самые наилучшие пожелания. Скажите, пожалуйста, друзья, вот, оставьте, пожалуйста, камеру вот здесь вот. Скажите, пожалуйста, друзья, покажите на пальцах, какое количество людей в вашей компании, в вашей группе поддержки сегодня. 3 человека, 4, 5, покажите. Вижу человека, который сегодня также наедине пришел поддержать фигуристов. Ну и, судя по всему, я смотрю, что это одна большая семья в данный момент на центре нашего клуба. Отправляем вам также большой привет. И давайте еще познакомимся с одной компанией болельщиков. Вот, здравствуйте. Так, видим молодого человека. Молодой человек, здравствуйте. Ну и девушкам тоже, которые... Да, здравствуйте. Обязательно оставляйте верхнюю одежду, если вы чуть подзамерзли. Вижу тех, кто замерз. Так, друзья мои, пожалуйста, покажите, за кого вы болеете. Болеют за Алису, за Софью Муравьеву. Ну и дайте максимум шума, болельщики. Как вы будете поддерживать сегодняшних фигуристов? Отлично. Мы с вами прямо сейчас можем поддержать фигуристов, которые, я уверен, услышат вашу поддержку. И самое главное, они ее почувствуют. Значит, поднимите перед собой правую руку наверх. Правую руку. Все трибуны. Отлично. И помашите. Только правой рукой. Замечательно. Сейчас опустите правую руку, поднимите левую руку. Не надо махать, просто погладьте себя по голове левой рукой. Поблагодарите себя за то, что вы замечательный болельщик. Отлично. Теперь 2 руки наверх. И помашите руками и покричите: финалы Гран-при России! Мы начнем совсем скоро, друзья. Но пока что ваша самая главная задача на ближайшие 30 секунд — обнять человека, который слева от вас сидит. Обнимите человека слева от вас. Если вдруг по какой-то причине вы с этим человеком еще не знакомы, самое время с ним познакомиться, вы уже его обнимаете. Представьтесь, как зовут вас, дождитесь, чтобы представился человек, которого вы обнимаете. Отлично. Убирайте левую руку. Теперь перед собой правую руку, друзья, поднимите. Правую руку. Человеку справа положите ее на коленку.
Я вообще надеялся, что вы не станете повторять за мной это предложение. Но значит, у нас сегодня хорошие, очень добрые болельщики. Человека справа тоже приобнимите, человека слева обнимите. И давайте мы вот такой вот хорошей, замечательной компанией прямо сейчас поприветствуем финал Гран-при России по фигурному катанию на коньках 2025-2026.
день, уважаемые зрители, любители спорта! Приветствуем вас в Челябинске на ледовой арене «Трактор» на финале Гран-при России по фигурному катанию на коньках. Соревнования проводит Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке губернатора Челябинской области. Через несколько минут мы начнем соревнования по короткой программе среди женщин. Уважаемые зрители, напоминаем вам, что курение запрещено на всей территории арены. Просим вас не использовать вспышку при фото и видеосъемке. Пожалуйста, переведите мобильные телефоны в бесшумный режим. Просим вас не бросать предметы и цветы на лед и напоминаем, что подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании их выступлений, должны быть полностью завернуты. Благодарим вас за понимание. Уважаемые дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. Старший судья Сергей Чемоданов, Московская область. Судейская бригада. Судья номер 1 Ирина Ильина, Санкт-Петербург. Судья номер 2 Юлия Соловьева, Томск. Судья номер 3 Юлия Андреева, Москва. Судья номер 4 Владислава Глазкова, Челябинск. Судья номер 5 Лолита Лабунская, Москва. Судья номер 6 Регина Трусова, Казань. Судья номер 7 Мария Казарина, Санкт-Петербург. Техническая бригада. Технический контролер Елена Фомина, Санкт-Петербург. Технические специалисты Ольга Маркова, Москва. Наталья Лебедева, Московская область. Встречаем на льду участниц первой группы. Мария Елисова, Тульская область. Вероника Еметова, Москва. Камилла Нелюбова, Чувашская республика. Анна Вишенко, Ростовская область. Ксения Гущина, Санкт-Петербург. Дарья Садкова, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. И это финал Гран-при России по фигурному катанию на коньках. Мы в Челябинске, и женское одиночное катание сегодня начинается короткой программой в прямом эфире Первого канала. На комментаторской позиции Василий Соловьев и олимпийские герои Анна Щербакова и Алексей Ягудин. Привет, друзья! Всем привет, дорогие друзья! Уже не терпится посмотреть короткие программы наших замечательных женщин на завершающем главном старте сезона. Всем добрый день, кому-то доброе утро, кому-то добрый вечер, но самое главное, приветствуем всех любителей фигурного катания. Вы знаете, действительно распределены очень удачно все турниры по сезону, и вначале мы видели, как разогреваются спортсмены, как предоставляют вниманию свои многочисленные короткие произвольные программы, этапы Гран-при, затем и чемпионат России и так далее, и так далее. Но мне, если честно, очень нравится как раз окончание того или иного сезона. Почему? Да потому что все самое прекрасное, что есть в лице наших фигуристов, как раз и будет продемонстрировано именно в завершении этого сезона, потому что чемпионат России позади, можно уже, в принципе, выдыхать. Олимпийские игры с участием Адели Петросян, Петра Гуменника тоже уже позади. И сейчас самое прекрасное — это финал Гран-при, который мы будем комментировать и продолжаем комментировать эти дни, потому что здесь сливки, можно так сказать, всего того прекрасного, что есть в нашем фигурном катании. Ну а дальше Кубок Первого канала и русский вызов. То есть, казалось бы, да,
в очередной раз турниры с участием фигуристов, но они такие разнонаправленные, и самое главное, они способны нам показать, кто на что способен, и здесь за цель уже является больше, конечно, именно хореографические составляющие, и таким эпицентром этого события будет русский вызов, но он состоится 4 апреля. Представим участников первой группы. Спортсменки чрезвычайно интересные, артистичные, техничные. Первой будет кататься Мария Елисова, родом из городка Радужный в Ханты-Мансийском округе. Затем она с родителями переехала в Краснодар, где начала заниматься фигурным катанием. Сейчас представляет Тульскую область, тренируется в группе Екатерины Моисеевой и хореографа Ольги Симоновой. Только что в юниорском финале ученица Екатерины Владимировны София Дзепко одержала великолепную победу. Ну, у Моисеевой много талантливых учеников и учениц. Вслед за ней будет кататься Вероника Еметова, еще одна спортсменка, как и Мария Елисова, начинавшая в детстве тренироваться в торговом центре. Только Маша это делала в Краснодаре, а Вероника в Екатеринбурге. Сама она родом из села Кашино, сейчас тренируется у Сергея Давыдова, которому сразу приглянулась девочка и ее семья, как адекватные люди, с которыми можно иметь дело, плодотворно работать. И вот они развиваются вместе, тренер и спортсменка двигаются вперед. В группе Сергея Давыдова также работает наставник Александра Кравцова, которого вы можете видеть у бортика. Также у Сергея Давыдова была потрясающая победа в юниорском финале Гран-при в исполнении Льва Лазарева накануне. Это тоже очень крутой тренерский штаб. Герой недавнего чемпионата России Камила Нелюбова прибавила к своим результатам Гран-при целых 19 баллов, выступив очень эффектно с тройным акселем, с душой. Прекрасная дебютантка тренируется в группе олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой и Дарьи Гуреевой. Ну а на ваших экранах еще одна олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, в группе которой катается фигуристка Анна Лишенко, родом из ростовского города Батайск, где, кстати, популярным видом спорта является метание молота. Вообще-то, а не фигурное катание, но прославит, я надеюсь, Батайск и Аня Лишенко впоследствии и как родину фигуристки. Очень надежная девушка, исполнительная, стремительно начала этот сезон, выиграв серебро на красноярском этапе серии Гран-при. Вслед за ней будет кататься Ксения Гущина, уроженка Перми, прекрасная фигуристка, танцовщица, отличница по прозвищу Мисс Стабильность. Обожаем мы, конечно, ее короткую программу. Тренируется у Кирилла Давыденко и Александрины Дегтяревой на ваших экранах. Большой, конечно же, специалист Кирилл Давыденко, тоже потомственный тренер, который взрастил немало питерских спортсменов-фигуристов. И в завершении этой группы, этой разминки будет кататься Дарья Садкова, фигуристка родом из Йошкар-Олы. Очень любит свой родной город, периодически проводит там мастер-классы для детишек. Именно туда, на родину, она отвозит и аккуратно складывает в медальницу все свои награды. Такая вот традиция. Недавний бронзовый призер чемпионата России по прыжкам и, конечно же, серебряный призер чемпионата России прошлого сезона думает об учебе, не прочь отучиться на тренера, но хочет усилить образование навыками в управлении. Ну а у бортика замечательные тренеры: Сергей Дудаков, бывший одиночник, ученик Марины Кудрявцевой, в юности побеждавший на различных международных турнирах, и Даниил Глейфенгаус, танцор, тоже, кстати, начинал у Кудрявцевых, затем танцевал у Жулина с Ксенией Коробковой, выигрывал международные турниры. Даниил Маркович из театральной семьи, настоящий артист, художник. Именно вот эта команда мечты работает в школе Этельгёртен Турберидзе, которая показывает такие невероятные результаты на этом Гран-при. Да, а мы на комментаторской позиции уже готовы к тому, чтобы насладиться энергией, которая будет происходить прямо перед нами, в 10 сантиметрах на льду. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Мария Елисова, Тульская область.
Очень воинственная и гордая композиция звучит в короткой программе Марии Елисовой. Песня из игры League of Legends. История воинов, строящих город из праха. Метафора, упорства и мечты вопреки препятствиям. Все как в жизни. As a child, you would wait and watch from far away. You always knew that you'd be the one that walked while they all play. And you of all the things that you would change, but it was just a dream. Видно, конечно, что нерв присутствовал, причем не только в музыкальной композиции, но и в лице выступающей. Ну и действительно очень сложно открывать такие замечательные соревнования, как финал Гран-при, где собраны самые лучшие спортсмены нашей спортивной державы. Арена в Челябинске, ну, не сказать, что даже соврать себе, если сказать, что на 95, но практически на 100% заполнена людьми, которые обожают фигурное катание. В Челябинске вообще всегда поддержка на ура. С первого взгляда программа чисто выполнена. Конечно, мы видели немножко запоздалую финальную остановку. Будет, скорее всего, дедакшн. Ну, а дальше уже специалисты будут рассматривать пристально все прыжковые элементы и не прыжковые, потому что, конечно, там были недокруты, недочеты. Да, думаю, как раз после проката Маши можно порассуждать на тему элементов ультра-си. Вот сейчас на ваших экранах как раз тройной аксель, исполненный первым прыжком. Ставит на нем небольшой недокрут, хотя, мне кажется, там вот что-то между этим небольшим недокрутом и уже чистым прыжком. Довольно уверенно она его исполнила, но эта программа нам показывает, что не только элементы ультра-си все решают, и они не создают какого-то гигантского запаса. То есть нужно, чтобы каждый элемент был выполнен абсолютно на максимум, потому что здесь мы видим вот каскад, к сожалению, не удался идеальным образом. Недокрут на тулупе был виден издалека, скажем так, невооруженным взглядом, и были какие-то
погрешности, оплошности на вращениях, опять же, опоздание в музыку. И все из этого всего будет складываться итоговая оценка. И вот поэтому не только тот самый заветный тройной аксель в короткой программе решает. Ну, часто мы слышим в большой политике, что у кого-то есть козырь в рукаве, у кого-то нет. Здесь, безусловно, козырь в виде тройного акселя в рукаве есть, но вот... Нужно стремиться, чтобы все остальные элементы соответствовали. Да, соответствовали тому самому первому прыжку, который исполняет Маша, потому что, конечно, не так много девочек решаются в короткой программе на этот элемент. Я думаю, что сегодня... Даже не уверена, что один, да, еще точно увидим, но далеко не каждая решится. Ну, пожелаем, чтобы все гармонично развивалось в катании Марии Елисовой. И впредь на данный момент результат 61-54. Уралочке Веронике Еметовой нравится катать что-то мощное, энергичное, где можно выплеснуть эмоции. Короткая программа под трек «Дом восходящего солнца» как нельзя лучше подходит для этого стиля катания. Ученица Сергея Давыдова и Александры Кравцовой. Призер этапов Гран-при в Казани и Москве. There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been a ruin of many a poor boy. And God, I know I'm not. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a Camden man, way down in New Orleans. Oh, mother, tell your children not to do what I have done. Spend your life in sin and misery in the house of the rising sun. Ну вот здесь, как говорится, почувствуйте разницу. Конечно, мы по идее можем сравнивать всех со всеми, а можем сравнивать ту же Веронику Еметову с той же Вероникой Еметовой условно годичной давности. И хочется отметить, что при сравнении двух фигуристок, например, Мария Ельцу, которая открывала сегодняшний турнир, и сейчас вроде бы тот же условный нерв в музыкальной композиции, потому что, ну, по
состоянию они чуть плюс-минус схожи. А именно по качеству исполнения тех непрыжковых элементов, о которых, кстати, говорила ты, Анечка, на предыдущей программе, вот как раз здесь они, ну, явно, что они законченные, они четко выдержанные по времени и по структуре. Все как бы сделано, ну и, соответственно, и прыжковая часть. В этом прокате прям было видно, что Вероника за этот сезон прям набрала этой уверенности, и программа, мне кажется, вот сейчас максимально точно, филигранно каждое движение и по эмоциям, и по настрою. Да, к сожалению, вот каскад, с которым она борется весь этот сезон, Loops to Loop, он с переменным успехом получалось его именно докручивать. Вот сейчас, мне кажется, одна из лучших версий была в течение этого сезона, но, к сожалению, все равно вот чуть-чуть. Самая малость не дотянула она до чистого исполнения, но это не такая уж большая потеря в баллах. Все остальное выполнено было на очень хорошем уровне. Вновь фирменный элемент Вероники, который украшает каждую ее программу. Ну и остальные все прыжки, все вращения исполнены уверенно, дорожка шагов, сколько интересных фишек. И как на этот, вот в этом прокате уже прям видно, что программа отточена. Но все равно не самого высокого уровня дорожка, всего лишь третья, могла быть четвертая. По поводу потери баллов, то если все катаются плюс-минус чисто, а девушки нас привыкли радовать такими прокатами, то как раз эта потеря даже сейчас 47 сотых, а если бы это все было идеально, то где-то на 1,5 балла бы потеряла, к сожалению. Она набирает на 6 с лишним баллов больше, чем Мария Елесова, и занимает первое место. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Камила Нелюбова. Треки «Trouble» и «Бум-Бум» являются отличной основой для короткой презентации возможностей фигуристки Камилы Нелюбовой. Такой специфический микс, изящный экшен, приправленный тройным акселем. Ученицы Гуреевой и Сотниковой на льду. Got a secret that nobody knows. I'm troubled. I could be the devil in disguise. Don't you see the fire in my eyes? Don't you know that I'm troubled? And if they knew I was troubled. Secret that nobody knows. I'm troubled.
В общем и целом, конечно же, спортсменка должна радоваться и быть счастливой за такой действительно, практически кристально чистый прокат. Камила Нелюбова сделала практически по максимальному уровню то, что может на данный момент. И хочется отметить, настолько она чувствует себя уверенной в исполнении всего прыжкового контента. И, конечно, роскошный тройной аксель, который стоит без знаков вопросов у бригады судей. Единственное, что хочется отметить, конечно, в положительную сторону, это развитие, это харизма, это представление своего образа и своего личного «я» на суд жюри, так можно сказать, потому что за год очень раскрылась эта спортсменка. Тоже хотелось именно это отметить. Профессиональный рост Камилы в этом сезоне. Она не просто идет на тройной акселе в короткой и в произвольной программе, что, безусловно, большой риск. Вот здесь все равно не самое удобное было приземление, но устояла, сделала его, вытащила без помарок, без ошибок, поборолась. За что отдельное уважение у нас всегда. Но и дальше абсолютно прекрасно исполненный каскад, тройной луз, тройной тулуп и тройной флип во второй половине программы. И видно, что работают не только над тем самым тройным акселем. Знаю, что и над четверными прыжками Камила работает, но и не только над технической стороной. То есть видно, что хореография, дорожки шагов, все это отрабатывается, что она катается с эмоциями. И не только, когда она выполнит все прыжки, а сразу она начинает, она уже в образе, она уже чувствует свою программу и старается вот вкладываться каждую секунду. Но удивительно, что это чрезвычайно молодой еще и тренерский коллектив, потому что ее тренеру Дарье Гуреевой на следующей неделе исполняется всего лишь 22 года. Да, и Аделина Сотникова сама по себе тоже девушка вполне молодая. Молодая, да, школа, молодая группа. Поэтому прям хочется поприветствовать обеими руками то, как растут все вместе. И хочется пожелать им какого-то головокружительного успеха в достижении результата. Ну и самое главное, конечно, над чем нужно поработать и последить. Я думаю, что и без наших советов прекрасно тренерский коллектив знает. Это вот третьи уровни на непрыжковых элементах. То есть видно, где можно добирать. И она лидирует, обогнав на 4,5 балла Еметову. Мария Захарова на разминке и другие участницы второй группы соревнований. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Анна Лишенко, Ростовская. В Анне Лишенко живет дух акробатики. Программа на музыку из цирка де Солей ей очень идет. Хотя на сальто и прочие трюки они с тренером пока не решились. Но Анна держит в голове свободу самовыражения а-ля Малинин. Ее трек называется «Мутация», ставил Никита Михайлов. У бортика Юлия Лепницкая.
очень интересная спортсменка. Мы не раз делали акцент на ее творчестве, на ее спортивной составляющей. Анна Лишенко, можно так сказать, что это первая такая крупная осечка в этом сезоне, потому что... Она очень надежная всегда. Очень надежный, потому что здесь, можно так сказать, когда весь мир живет в 5G и думает о 6G, там 4G, да, то здесь такой условный пейджер и связь нарушена. Я имею в виду связь между юным талантом, свежей головой и именно вот этими клеточками страха, неуверенности, потому что именно с возрастом появляется все больше и больше неуверенности. А здесь как бы это юношеская прыть, это безграничная энергетика, собственно, энергия, вернее, это то, чем богаты совсем юные спортсмены. Потом, конечно, идет рост и не только на ледовых площадках, но и в голове тоже. И, конечно, появляются небольшие страхи. Вы знаете, вот по поводу Луцы я отметил несколько неудачных попыток во время 6-минутной. Она проскакивала мимо ноги, не была над опорной. Собственно, это вылилось в падение. В остальном, Анечка, по-моему, было все феерично. Да, первая половина программы вообще прошла на ура. Прям такой сгусток энергии, который с первых шагов на все 100 отрабатывает. И вот мы видим тот самый, конечно, Луц. Во второй половине, видимо, действительно после 6-минутной разминки, может быть, какие-то сомнения в голове закрались, и они как раз-таки в прокате вылились вот в такую грубую ошибку, которую мы впервые видим, мне кажется, за этот сезон от Ани. Она невероятно стабильная спортсменка. Ну, конечно, у всех случаются такие ошибки, тем более, что во второй половине программы она этот каскад исполняет, и пока ты катаешь программу, это волнение может внутри накапливаться. Ты выполняешь движение, а фоново уже мысли всегда о каскаде, о самом сложном элементе в программе. Такое бывает, безусловно. Это, конечно, самая катастрофическая ошибка, которая могла произойти в короткой программе, потому что... Но это тоже опыт. В произвольной программе сегодня. Главное, вот тоже это будет опыт, как в произвольной настроиться так, чтобы забыть этот день. И вот с чистого листа показать все, на что Аня способна. На этот взгляд, а? А Аня на очень многое способна. Ого-го. Но олимпийская чемпионка Юлия Липницкая знает, как донести до спортсменки правильное состояние души. И Анна Лишенко на последней строчке пока. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Двукратный призер Ксения этапов Гущина, Гран-при этого сезона Санкт-Петербург. Ксения Гущина невероятно радовала своими прокатами в Магнитогорске и Москве, но на чемпионате России лишь 9-е. Невероятно обидно. Но мы продолжаем наслаждаться ее творчеством, ее катанием. И, конечно, верить в лучший исход. В конце концов, это всего лишь вопрос техники. Необычная танцевальная постановка Артема Федорченко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7, and 8, and 1, 2, and 3, 4, and 5, 6, and 7, 8, and 2, and 3, and 4, 6, 7, 8, and 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, and 8, and 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, and 8. How about a few laughs? I can show you a good time. Do you wanna have fun? How's about a few laughs? I can show you laughs. Good time, fun, laughs, good time, fun, laughs, good time. What do you say? How's about a laugh? I could give you some. You ready for some fun? How would you like a? Let me show you a good time. Hey, big spender. Hey, big spender. A little time with me. Fun, laughs, good time. How's about a palsy? You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. 1, 2, 3, 4.
way. It was a Sunday with a black day. Out came out resuscitation, summing heartbeats, intimidation. Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Are you okay? Weren't you jealous that you're okay? So you ran into the bedroom, you were shut down, it was your doom. You've been hit by, you've been struck by a smooth. Ну, в какой-то степени даже немного криминал то, что сейчас творила на льду Ксения Гущина. Все настолько точно, сексуально. И, кстати, вот за этот последний сезон, конечно, очень сильно прибавила. И я сделаю сейчас акцент как раз на актерской игре, на раскрепощенности артистки на льду. То есть она из такой батареечки Energizer, которая выполняла все доблестно и старалась все вовремя закончить и под музыку, и по времени, превращается в такую прям артистку мюзикла, можно сказать. Просто красотка. Да, мы сегодня словно представление посмотрели, а не программу. И при том, что мы это представление увидели, Ксюша также удержала ту планку. Мы вот на разминке назвали ее «Мисс Стабильность», и она звание это несет уверенно. В короткой программе сегодня все удалось. Начала с двойного акселя, затем смотрите, как отыгрывает, да, то есть при том, что, конечно, идет концентрация на прыжки, но при этом она этого внешне никак не показывает. Каскад, тройной лутс, тройной тулуп. Сейчас на ваших экранах с руками наверх. Очень хорошая высота прыжков. И когда Ксюша делает чисто, то сразу это на очень хорошие надбавки исполненные элементы. Ну и все 4-го уровня, за исключением дорожки шагов. Одно из вращений было не так уверенно выполнено, как Ксюша может, но это уже такие нюансы. Но, тем не менее, это отразилось только на оценке судей Джоуи надбавки, а на уровне это не отразилось. То есть все обороты додержала, да. Доделала. Молодчина. Ну, это действительно отдельное прямо удовольствие смотреть за ее катанием, особенно в этой весьма оригинальной короткой программе. Ну, кстати, отмечать Ксюшу Гущину, то по сравнению с другими спортсменками мы как раз и увидели за последнее время этот как раз колоссальный рост в плане презентации. Кто-то в самом начале этого пути, вновь акцент делаем на Камиле Нелюбовой. Конечно, шикарнейший тройной аксель, но нет вот этой изюминки. Ну и по компонентам Ксения Гущина лидирует, но по элементам уступает 4 балла Камилы Нелюбовой и оказывается на 2-м месте. Алиса Двоеглазова тренируется, разминается перед второй группой участников. На лед приглашается Дарья Садкова, Москва. Прелестная совершенно короткая программа под пение Карлы Моррисон и Рики Мартина. У Дарьи Садковой музыкальное настроение подхватывает фигуристку и просто несет над льдом. Мастерская работа коллектива Тутберидзе. «Дисфруто» — «наслаждаться» — так переводится название песни. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos.
Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos a las ceritas del amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ta, ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, ta, ta. Ну, музыка, конечно, была симпатична всем, потому что мы видим, как народ очень лихо стал поддерживать спортсменку. Но, на мой взгляд, Даша не в оптимальной форме в данный момент находится. Судя по 6-минутной разминке, были недочеты, были срывы. Но, естественно, мы не судим по 6-минутной разминке. Я заметил, что то ли кровь шла тоже из носа. Да, небольшие сложности, с которыми я тоже сталкивалась. И, конечно, это, не сказать, что это может быть какая-то невероятная проблема, но это отвлекает. В любом случае, это забирает твои мысли, концентрацию. Это случилось, я так понимаю, на 6-минутной разминке. И, судя по всему, сейчас Даниил до сих пор Клиффорд проверяет. Да, еще что-то есть. То есть, во-первых, тебе тяжелее дышать. Начнем с этого. Тяжелее дышать Не в программе. тебе мне говорить, что значит тяжелее дышать. Вот. Ну и, конечно, все равно у тебя немножко мозг отвлекается. Иногда это может даже в плюс работать, что ты думаешь о чем-то другом и не переживаешь за элементы. А иногда, конечно, может усугубить волнение. Но я бы сказала, что Даша молодец, справилась. На первом каскаде, безусловно, чувствовалось, что волнение есть. Вот не самое легкое приземление с тройного луца, но как она изо всех сил вот спасала эту ситуацию в тулупе и спасла. Тулуп сделала очень хорошо. И в итоге прыжок получился чистый, пусть и не на самые высокие надбавки. И мне кажется, что после этого вот как-то волнение у нее немножко притихло, улеглось, и дальше она уже смогла на полную выдавать, и, как, мне кажется, в дорожке зажигала, и зажигала на 4-й уровень, между прочим. Но хотелось бы продолжить с тобой эту дискуссию во время, может быть, заливки льда или подготовки льда, или следующей разминки. Именно то, что может отвлекать или, наоборот, других спортсменов мотивирует и концентрирует перед самим выходом на лед. А сейчас по поводу Даши, конечно, это было зажигательно. Вот и как раз Слушай, вы говорите только о вещах, которые, по-моему, заметили только вы. Стадион в совершеннейшем восторге был от выступления спортсменки, которая вытащила все, что только можно было, учитывая, какой у нее еще сложный был сезон и какой у нее Я и был говорю, мне кажется, что ситуация все волнение после первого же прыжка, которое она вытащила, улетучилась, она и дальше... все сделала Да. на 4-й уровень, и этот... Ой, я в восторге. Хлеба и зрелищ. И понятно, что после Мне, пожалуйста, сложных хлеба больше и вот таких еще, музыкальных и зрелищ. композиций, что было, конечно. Поздравляем Дашеньку, поздравляем с тем, как она сегодня сражалась и победила. Неважно кого, саму себя, вату, обстоятельства, все что угодно. Молодчина. И на данный момент она впереди и по компонентам, но по элементам немножечко уступает Камилле Нелюбовой, но тем не менее занимает первую строчку. Встречаем на льду участниц второй группы. Елизавета Куликова, Москва. Софья Муравьева, Санкт-Петербург. Мария Захарова, Москва. Дина Хуснутдинова, Республика Татарстан. Анна Фролова, Санкт-Петербург. Алиса Двоеглазова, Москва.
тишина, 6-минутная разминка. На льду вторая группа девушек, которые исполняют короткую программу в финале Гран-при России по фигурному катанию. Челябинск гудит, Челябинск визжит, стадион абсолютно переполнен. Публика поддерживает не только тех, кто катается лучше всех, но и тех, кого постигла неудача. Это душевная публика, это знающая публика, это ценящая публика. Сегодня здесь настоящий праздник фигурного катания. Первой будет кататься Елизавета Куликова, родом из подмосковного города Королев. Очень творческая фигуристка. Увлекается театром, занимается в студии. Своим главным талисманом называет маму, которая всегда сидит на трибунах. На льду с 3,5 лет. С 20-го года с небольшим перерывом работает в группе Сергея Давыдова, прекрасного в прошлом спортсмена, выступавшего за Беларусь. 8-кратный чемпион страны, между прочим. Ну а сейчас выстроивший великолепную школу, в которой и юниоры, и взрослые растут и крепнут с каждым днем. Александра Коровцова, также тренер этой школы, на ваших экранах, находится возле бортика и поддерживает спортсменку. После нее, после Елизаветы Куликовой, будет кататься Софья Муравьева, москвичка, выступающая за Санкт-Петербург. Когда Софье не было еще и 3 лет, мама отвела ее на стадион «Янтарь» в секцию фигурного катания. И, между прочим, собеседовала Софью, 3-летнюю, перед зачислением в школу сама Елена Чайковская. Софья, 2-кратный призер чемпионатов России, в этом году стала лишь 5-й, хотя прекрасно с 3-м результатом и минимальным отрывом откатала произвольную программу. В этом году не была на пьедестале Гран-при, но приковывала к себе множество взглядов, заслужила множество откликов. Великолепно каталась и адаптировалась к новой для себя тренерской бригаде Алексея Мишина. На ваших экранах Татьяна Николаевна и Егор Челушкин. Ставила новые программы с Ильей Авербухом и Бенуа Ришо, полировала их со штатным хореографом Елизаветой Новиславской. Выступала как настоящая артистка. Свой первый полноценный сезон после возвращения на лед провела Мария Захарова, дочь замечательных тренеров Анны Царевой и Станислава Захарова. И этот сезон великолепен. Чуть не хватило на старте баллов для пьедестала в Гран-при, но зато была бронзовая медаль чемпионата России и 4-й тулуп, который Мария исполняла благодаря своим отменным бойцовским качествам. Но еще и успевала учиться все это время, сдать 10-11 классы за 1 год и поступить в институт. Мечта, а не девушка. Тренируется у своей мамы Анны Владимировны. Бронзовая медаль чемпионата, первая у Царевой с момента успеха по Гориллой в 2017 году. Великолепная фигуристка из Татарстана, а если быть совсем точными, то из села Аскарина. Есть в местном райцентре Заинске ледовый дворец Яшлек, где в том числе хоккейным тренером трудится дядя Дины Айнур, а теперь и тренируется ее двоюродный брат Карим. Одним из первых тренеров у Дины была Надежда Заякина, бывшая балерина, которая уделяла огромное внимание хореографической подготовке. И вот результат налицо. Сейчас Дина тренируется в центральной российской школе Тутберидзе, является 2-кратным призером Гран-при этого сезона, включая победу в столице Татарстана. Казанцы просто радуют во всех видах и на всех уровнях. Интересная, женственная, стабильная фигуристка родом из подмосковных Мытищ Анна Фролова, которую в фанатской среде попросту называют богиня. Тренируется у Евгения Рукавицына, Валентина Молотова, Романа Усатова и Ольги Глинка в Санкт-Петербурге. Весь сезон сплошная борьба. И в его завершении на чемпионате России буквально 0,06 не хватило для того, чтобы подняться на пьедестал. И никак такое отставание не измерить. Это же не легкая или не тяжелая атлетика. Где-то вот что-то на мгновение было упущено. Ну, Евгений Рукавицын очень опытный тренер, у него мощный штаб. Сам он учился, в том числе у Игоря Москвина. До сих пор вспоминает, как в каморке под лестницей юбилейного Игорь Борисович показывал ему на кассетах исторические записи фигурного катания и объяснял детали. Вот такие фанаты работают в фигурном катании. А в завершении сегодняшнего дня у девушек выступление уникальной фигуристки. Привет сообществу Алисята. Их герой Алиса Двоеглазова.
Сумасшедшая по энергии, технике и выразительности спортсменка. Серебряный призер недавнего чемпионата России, хотя произвольную программу она даже выиграла. Обладатель заколдованной серии из 18 личных стартов, в которых она не опускается ниже 2-го места. С 2020 года работает в группе Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глихенгауза. Вот они, эти прекрасные девушки, которые сейчас, я уверен, подарят нам волшебство спорта и творчества. Абсолютно точно сказано. И самое главное, очень интересно было послушать то, как спортсмены становились такими яркими фигурами в мире фигурного катания и впоследствии оказались здесь, на Челябинском льду, во время финала Гран-при России. Абсолютно у каждой спортсменки свой личный путь, свой личный подход к тому или иному выступлению. И самое главное, здесь есть настолько мощное разнообразие, не в плане даже образов, а в плане вообще всей программы. Если мы детально раскладываем эту картину на маленькие пазлики, то здесь мы видим и абсолютно утонченную Дину Хуснутдинову, и ее тройной аксель. Мы видим уже повзрослевшую Соню Муравьеву, ее 4-й постоянные места. Надеемся, что здесь все-таки до тройки и, возможно, даже выше потянет становление ее и стабильность в исполнении, потому что Алексей Николаевич Мирин, ну, всего Весь очень много. Весь спектр. Весь спектр. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Елизавета Куликова, Москва. Нежная и легкая, как пушинка над льдом, Елизавета Куликова катается под хрустальную музыку сибирского композитора Ильи Дешевли. «Ночной лес» — так называется эта композиция. Бронзовый призер турнира Гран-при в Красноярске из школы Сергея Давыдова.
я не знаю, можно ли так выразиться, абсолютно рабочий вариант этой короткой программы. Вот сейчас мы видим у Светы, да, есть сомнения какие-то, может быть, даже недовольство своим прокатом и собой в этой короткой программе после ее исполнения. Хотя вот сейчас, ну, слава богу, для нас дороже всего это, конечно, видеть счастье и улыбки спортсменов по завершению их проката. Челябинская публика, конечно, легко и поддерживает каждую спортсмена, который выходит на этот лед. Вы знаете, она была в сезоне, были моменты, когда более летящей походкой, можно так сказать, прокатом были короткие программы. Сейчас немножко, на мой взгляд, чуть-чуть скованно, но все же все сделано. Да, с технической стороны вообще нет ни одного вопроса к этой программе, потому что все прыжки бывают иногда у Лизы недокруты, но вот сейчас все было настолько надежно выполнено, что даже и пересматривать на замедленном повторе вот не хочется вглядываться в эти лезвия, потому что сразу было видно, что все надежно, четко выполнено. Что касается презентации этой программы, то Лиза всегда очень духотворенно катается и чувствует свои программы. Мне показалось, что здесь немножко так волнообразно было. Она то немножко уходила в себя и закрывалась, то снова вот так летяще представляла нам свою программу, то снова немножко концентрация брала верх. И вот так она как-то в таких небольших качелях нас прокатила. Может быть, акцент вместе с тренерским штабом был именно сделан на то, чтобы именно чисто докручено, чтобы докрученные были элементы, чтобы все уровни были 4-го уровня. Кстати, можем отметить, что еще одна спортсменка, которая не добирает один уровень в исполнении дорожки шагов. Всего лишь 3-й, но это, правда, очень высокий уровень, но вот чего-то, видать, какого-нибудь движения не хватило. Либо поворот, может быть, какой-то не так чисто был исполнен. Либо, наоборот, что-то было поставлено, но не так выполнено, что прошло мимо. Сегодня точно тактика удачная была выбрана спортсменами и тренерами, потому что прокат можно уверенно назвать чистым и успешным. Таких просто чистых прокатов было сегодня очень много. И здесь посмотрим. Я думаю, что 3-й, 4-й где-то будет сейчас. И 4,5 балла Елизавета Куликова уступает лидеру Дарье Садковой, находится на 4-м месте. Для исполнения короткой программы... Нетривиальная драматичная постановка «Кармен» от Илья Вербуха в короткой программе Софьи Муравьевой. Подходит к концу первый сезон, проведенный в тренерской группе Мишина. Время летит. Время подводить итоги. Одно мы знаем точно прямо сейчас. «Jamais Carmen ne cédera». Никогда Кармен не сдастся.
плане презентации, конечно, вообще без вопросов. Мы видим страстную Кармен на краю порой человеческих и возможностей в том числе, но такая прям как красная тряпка для быка. Ну, правда, мне очень интересно как раз развитие Сони Муравьевой в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Николаевича Мишина, потому что сразу прорыва не случилось. Ну и, конечно же, мы видели все прекрасно, что и спортсменка росла, продолжала расти. И, конечно, вот эти изменения откладывали свой след на исполнение очень сложных прыжков. Мы помним тройной аксель, который и во время прыжкового турнира штурмовала Сонечка. И огромная череда вот этих четвертых мест. Надеюсь, что прорыв случится. Именно то, насколько себя Соня чувствует на данный момент, а прошел ровно сезон. Ну, Алексей Николаевич Мишин, гуру, мэтр, ну, 85 лет, совсем скоро уже, если быть точнее, то когда? Завтра. Завтра, 8 марта. Да. Но если вернуться к Соне Муравьевой и ее выступлению, то да, конечно, первая половина программы, это пролетела. просто невероятно было. Да, было видно, насколько Соня уверенно себя ощущает, насколько она набрала форму. И что важно отметить, они усложнили программу, и каскад перенесли во вторую половину, потому что, на самом деле, в этом сезоне есть такой тренд на облегчение короткой программы, и практически все девочки каскад исполняют первым или вторым прыжковым элементом. Понять можно. Мы, конечно, да, радуемся чистым прокатом, но это все-таки не стопроцентно, да, как бы использовать возможности этой короткой программы. И вот Соня перенесла этот каскад во вторую половину, хотя понятное дело, что это риск. И вот в этот раз, возможно, риск не сыграл, потому что, да, это добавляет примерно 70 сотых балла по сравнению с тем же, например, флипом, исполненным во второй половине. Но, к сожалению, вот в итоге у тебя меньше сил, уже больше усталости, больше нервов перед этим каскадом. И Соня его в недокрут исполнила, и поэтому, конечно, потеряла, то есть минус 60 сотых. И, конечно, ну, надбавка могла бы быть около 1,5–2 баллов. Поэтому в итоге в этот раз это потеря. Но, тем не менее, мы понимаем, что это все равно работа на будущее. И ну, потери еще здесь мы видим не только в недокруте во втором прыжковом элементе каскада тройной луп, а, собственно, что выиграло от перестановки местами элементы, то и потеряла здесь. Но еще и третьи уровни, не только в дорожке шагов, но и в финальном вращении. Это удивительно для такой спортсменки такого уровня. И она на первом месте с опережением в полбалла над Дарьей Садковой. Для исполнения короткой программы на лед Мария приглашается Захарова, Мария очень Захарова. решительная и самостоятельная девушка. Как-то в интервью ее мама и тренер Анна Царева отметила, что многие ключевые оперативные решения дочь уже принимает сама, как вот, например, исполнение Чифернова в какой-то момент. Но будем внимательно следить за настроением и за ситуацией. Это очень интересная игра. Под музыку «Feeling Good» катается бронзовый призер чемпионата России. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Rivers running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling, and I'm feeling, and I'm feeling good. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is a
what I mean. And this old world is a new world, and the old world for me. And I'm feeling, and I'm feeling, and I'm feeling good. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Ну, такого явно никто не ожидал. Я думаю, что и сама спортсменка сейчас даже не то что в шоке, а в диком шоке от того, что произошло. Если громкими и тезисным способом рассказать о том, что происходило без каскада и без одного вращения. Я хочу в первую очередь просто поаплодировать Маше и ее характеру, потому что я очень уважаю, когда спортсмен, что бы ни случилось на льду, не показывает, не подает виду, что что-то не так. Он не расстраивается, не меняется выражение лица, он не бросает программу. Что бы ни случилось, как будто так и задумано. После можно расстроиться, можно обсудить, можно как-то об этом переживать и работать над этим. А в процессе, в программе, все, ошибка случилась, и нужно катать, как ни в чем не бывало. Вот если элемент вырезать, никто не должен догадаться, что вообще была какая-то ошибка в программе. И Маша сегодня вот это продемонстрировала. Это точно, я думаю, что от всех спортсменов заслуживает уважения, потому что, ну, очевидно, это были ошибки, не просто там падение, к которым мы привыкли, да, одинарный луц, после него сразу же сделать каскад, тройной тулуп, и дальше срыв на вращении, это вообще, ну, точно никто не мог ожидать, но все равно Маша сразу же продолжила программу исполнять, не вышла из образа. Вот тут могу похвалить точно. Вы знаете, здесь такие ошибки, некоторые ошибки ты предвосхищаешь и готовишь свою нервную систему. А здесь проскочила нога во время отталкивания, вот сейчас мы видим на повторе раз, просто... Абсолютно не... Она как будто в бок куда-то и не попала в толчок, что мы Вот, говорим. да, вес как тела не будто над бы, да. толчковой ногой. И плюс вращение, Ань, ну вот сколько нужно делать вращений, чтобы вот так на тренировке, вот именно таким образом случился срыв. Я думаю, что здесь даже голова вот, не готова была к такому. На Луце у нее ноги немного неправильно сработали. То есть она как будто только начала садиться в прыжок, в этот момент было отталкивание. И в итоге это в противоход как-то. И, конечно, хоть она не подала виду, наверное, в голове эта ошибка сидела. И я думаю, что вращение — это просто потеря концентрации банальная, потому что, конечно, на таком уровне все-таки финал Гран-при, лучшие спортсмены. Здесь у всех, конечно, это все уже базово отработано на 4-й уровень. И такие срывы, я думаю, что случаются именно из-за просто потери концентрации, того, что мысли были все еще в том самом сорванном каскаде. Может быть, хотелось очень, хотелось, очень да, сильно чересчур сейчас, показать, сегодня да. доказать, что не случайно Реабилитироваться. или не случайно вот так ворвалась в элиту женского одиночного катания нашей страны своими помрачительными четверными тулупами. Ну что ж, Маш, добро пожаловать в большой спорт. Правда, не переживай. Я понимаю, что немножко в обиду и Челябинскую, и финал Гран-при. Это уже чемпионат России позади, да? Очень сложный турнир. Но все впереди. Не переживать. Такое тоже случается. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Короткая программа Дина под пение Куспутдинова. Сары Брайтман «Anytime, Anywhere» на мотивы Адажио Якобы Альбинони. История о ностальгии по родным местам, о памяти, о корнях и о том, что остается с нами всегда и везде. Это чувство, это любовь. 100% попадание в стиль Дины Хуснутдиновой.
А нет ли, Аня, ощущения, что все как-то немножко на нерве, да? Что спортсмены, даже если выполняют элементы, но все равно вот прям на грани. У кого-то эта грань прерывается, и ты срываешься в этот обрыв, а кто-то все-таки выдерживает этот накал. Да, перед началом соревнований я думала, что вот финал Гран-при это будет такой один из главных стартов, на котором все уже расслаблены, все нервы потратили на чемпионате России, и здесь будут спокойно в свое удовольствие показывать свои возможности. И лучшие качества. С Дашей друг друга поддерживаете, одна команда. Одна команда. Поддержите друг друга. Ну вот я про что говорю, что вроде бы элементы сделаны, но ты видишь, во вращении Но как видно, бы да, видно, дискомфорт. что нерв присутствует, но Дину можно только похвалить как раз за характер, потому что на 6-минутной разминке я видела, что Аксель далеко не идеальным образом получался, были срывы, были ошибки, а здесь давайте сейчас как раз посмотрим на замедленном повторе, потому что Аксель как раз был выполнен блестящим образом. В лучших вообще традициях Дины Хуснутдиновой. Дальше и Ридбергер хорошо, каскад на нерве, но сделан. А если говорить про программу, мне показалось, что вообще вот Дине, конечно, присущ такой очень сдержанный стиль катания, а мне показалось, что сегодня было видно, что над этим работают, что она стала более раскрепощенной, что движения стали амплитуднее, что она чуть поувереннее себя именно в хореографии чувствует. Вот каскад, видим, что он чисто выполнен, он докручен, но с Луци, мне кажется, чуть-чуть такое неуверенное было приземление. Опять же, тулупом смогла это компенсировать. Свое коронное вращение. Вот тут, я думаю, реакция Данила Марковича именно на это вращение, потому что, опять же, выполнено, да, на 4-й уровень. И там такая коронная подпрыжка Дины прям в кольце, но вот она была не очень уверенно сделана. Сейчас мы видим на экранах маму Дины, которая снимает ее прокат. Резеда Хуснутдинова. Представляю, как можно выдерживать, конечно, такое волнение за своего ребенка, когда он выходит на такие полные трибуны. Сейчас подумал о том, что мама на трибуне еще и снимает на телефон, какие стальные нервы. Да, учителем работает. Спасибо. Нервы, как канаты. Теперь все стало на свои места. Да. Ну, у Диночки есть момент, который мне очень симпатичен. Она в данный момент, но опять же, ввиду молодости, ее нервные окончания пока способны выдерживать накал. Главное, чтобы это и осталось таким же. Дина Хуснутдинова лидирует, опережая на 0,35 Софью Муравьеву. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Анна Фролова в короткой программе катается под пение Мариам Мирабовой, лучезарной армянской певицы, которой, кстати, несколько недель тому назад присвоили звание заслуженной артистки Российской Федерации. Фигуристка посвящает эту программу своей бабушке, и это трогает до слез. Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь, отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был в сумраке ночей и в судьбе моей. Я люблю тебя, как любит в жизни раз. Словно солнце в мире не было до нас. От забот и мелких ссор ты меня увел, и ключи от счастья для меня нашел, для меня нашел. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальный перезвон, твое волшебное люблю. Я тихим эхом повторю, любовь, похожая на сон.
счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам сна, пускай пускай не кончится она. Да, такое ощущение, что тяжело и правда, даже это не ощущение, тяжело даются короткие программы лучших фигуристок нашей страны. Казалось бы, здесь мы видим все же попытки исполнить тройной аксель. Кстати, не было еще пока на данный момент срывов. Тройной аксель как раз-таки довольно стабильно. уверенно получается. Проблемы, да, немного с другими элементами у девочек. Которые... Кто-то сглазил каскад во второй половине программы. Но это не каскад. Каскад был выполнен в первой половине программы. А вот сольный ее один из Давайте, самых... может быть, послушаем. Ошибочка. Ошибочка. В плане презентации в очередной раз лишь повторюсь, что, конечно, божественно на льду, когда все получается, когда все звенит, как сильно натянутая струна. И сейчас, конечно, здесь полное поглощение и растворение в том, что происходило на льду. Вытащенный в самом начале короткой программе каскада тройной луз, тройной луп, который в данный момент на ваших экранах. Но не ставят недокрут. Казалось после 6-минутной разминки, что именно с каскадом могут возникнуть сложности, потому что на разминке были проблемы. Но вот каскад все-таки, да, пусть и не самый легкий, но получилось сделать. И казалось, что все, можно выдохнуть, расслабиться, но не тут-то было. Вот как сама Аня сказала, ошибочка вот эта, которая будет стоить, конечно, большого количества баллов, одинарный флип. Я, можно, просто добавлю, пока время есть. Каждый раз, каждый турнир я наблюдаю одно и то же. Это небольшую такую мини-сценку, мини-истерику по поводу флипа, что там некомфортно, там что-то, и всегда был этот элемент исполнен. Но вот сейчас вот ошибочка, вот как раз эта ошибочка к концу сезона и выезда. Такое бывает, что весь сезон держишь эту концентрацию от старта к старту, перебарываешь абсолютно разные сложные ситуации, и вот в конце, может, немного вот ей все-таки в конце сезона этой концентрации не хватило. Но будем желать, чтобы сама Аня в произвольной смогла откататься так, чтобы Привет, подругам, привет. быть довольной Мише, своим привет. прокатом. Всем привет. Ну, как-то сейчас, по ощущениям, Анна не делает из этого прям такой трагедии. Ну, Да, мне кажется, она спокойно довольно отнеслась, что такое бывает. Может быть, это не стало неожиданностью, а может быть, она как раз понимает, что такие неожиданности могут Я думаю, случаться. что она уже понимает, что сезон закончен. Ну, еще Этой произвольно. короткой уже не вылезти. Тяжело. Для исполнения короткой программы трек французской певицы Индила под названием «Последний танец» прозвучит в завершении сегодняшних соревнований в короткой программе Алисы Двоеглазовой. Этот трек немного о буддизме. Каждый миг — новая жизнь, но ведь каждый миг — это и бросок в бездну. Невероятно популярная во Франции песня и совершенно потрясающе ложится на катание этой прекрасной спортсменки. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne
suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh, ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour, revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Que d'espérance sur ce chemin, ton absence. J'ai beau trimer sans toi, ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Dans cette douce souffrance dont j'ai payé toutes les offenses. Écoute comment mon cœur est immense. Je suis un enfant du monde. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le temps, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et sans tour, revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Это очень интересный феномен, то, что еще до того, как она начала кататься, люди уже начали аплодировать в ритм ее программы. Это так классно. В Челябинске очень теплая публика. Всегда очень поддерживают спортсменов. Причем, даже если ошибки случаются, еще громче начинают поддерживать в такт музыки. Если хороший прокат, если какие-то интересные элементы, это тоже говорит о том, что зритель понимает, что происходит на льду, потому что я обращала внимание, если красивая позиция во вращении, то сразу более бурные аплодисменты перед прокатом поддерживают очень девчонок. Ну, слава богу. Завтра, точнее, послезавтра. Так, можно попадить, попробовать. О чем речь я прослушал, вернее, не слышал? Или вы Я слышали? думаю, что здесь такие довольно базовые обсуждения, потому что, а что здесь говорить? Сегодня у Алисы точно все было хорошо. Это вот прокат от и до, вылизанный, где каждый элемент был выполнен четко, в такт, в ритм, каждое движение, каждый взгляд, каждый шаг. Вот сейчас можем пересмотреть еще раз с руками наверх. Очень такой прыжок в длину исполнен, то есть очень большой пролет у этого прыжка, красивый протяжный выезд, затем исполнен тройной флип с запасом. Все на 4-й уровень. Мне кажется, первая спортсменка, у которой все исполнено на 4-й Да, потому уровень. что сегодня очень много было третьего уровня было в дорожке шагов. Да, ну, а здесь шестьковый тоже 4-й. А, точно, да, действительно. Знак качества. Знак качества группы Этери Георгиевны Тутберидзе. Ну, а по стилю, то, конечно, по прыжкам, как я говорю, все настолько выточено, вылизано и поставлено в программу. И в какие-то моменты Алиса включается, и мы видим живой организм, и живую мимику, харизму и
увлеченность музыкальной композиции. В какие-то моменты опять полная концентрация на элементах. Но вот здесь что-то подсказывает мне, такое есть все-таки интеграция в это удовольствие от того, что происходит на льду. Сегодня она прям кайфанула от этого проката, другого слова не подберешь. Так здорово, такой контроль с самого начала над всем, что происходит на этой арене. Это потрясающее ощущение. Поздравляем, поздравляем и Алису, и ее маму, которая сидит и смотрит на нее на трибунах. И, Этим нежными глазами. Да. Привет, мамочка. И Алиса Двоеглазова набирает 76,29. На 2,5 балла она опережает Дину Хуснутдинову и лидирует в этих соревнованиях. На первом месте по компонентам Софья Муравьева, но она всего лишь 4-я по элементам, а по сумме двух аспектов, конечно же, Алиса Двоеглазова сегодня вне какой-либо конкуренции. Впереди у нас соревнования мужчин в короткой программе. Ну а сейчас давайте же общаться с лидером скорее. Завершились короткие программы женщины. У нас здесь в Кисанграе сидит текущий лидер Алиса Двоеглазова. 76 баллов. Алиса, привет! Расскажи немного твои эмоции. Мы, когда к тебе подсели, мы заметили, что ты такая еще в своих мыслях, еще в прокате. Ну, как нам показалось, очень спокойно сегодня выходила. Правда ли это? Женя, Максим, привет! Да, как-то сегодня я прям получала удовольствие от проката. И... наверное, потому что уже и прошел чемпионат России, и спокойно знала, что я в сборной. Как бы просто потому что это еще один из заключительных стартов сезона, и моя короткая программа, она еще и называется «Последний танец», и я прям получала просто удовольствие. В зале очень много народу, и я еще после 6-минутной разминки как-то подустала. У тебя было время отдохнуть? У меня было время отдохнуть, да, и вообще очень кайфанула. Смотрел ли ты Олимпийские игры? Мне кажется, что тебя кое-кто вдохновил вот именно на такое катание, потому что то самое удовольствие, которое сейчас все обсуждают в катании другой Алисы, может быть, что-то подчерпнуло для себя? Конечно, это вдохновило, и, наверное, для меня в первую очередь с точки зрения, что не обязательно зацикливаться на каких-то неудачах, и просто потому что мы любим свое дело, то, чем мы занимаемся, и, правда, не драматизировать, наверное, всю ситуацию, потому что я люблю так делать, сделать из мухи слона. Вот. Просто, да, вот старалась получать удовольствие, потому что, правда, зал сегодня был невероятный. Но про неудачу уж точно говорить не тебе. Мы все помним твою ошеломительную просто победу на прыжковом турнире. И в паре даже ты покаталась. С Андреем Базалевым вместе вы прыгали. Вот расскажи немного. Все-таки с чемпионата России до сегодняшнего старта прошло достаточно много времени. Насколько на тебя сильно повлиял прыжковый турнир? Продолжаете ли вы с Андреем также прыгать параллельно на тренировках? Параллельно мы, конечно, не прыгаем, но прыжковый турнир придал, наверное, мне какой-то уверенности. И в целом это очень приятно, такой титул иметь. И у нас с Андреем есть прикол, когда что-то не получается, можем друг к другу подъехать, там сказать, чтобы кто-нибудь посмотрел, или просто представляем, что там, я представляю, что рядом едет Андрей со мной на четверной тулуп, и сразу как-то это придает сил. Он такой ангел-хранитель твоего тулупа, да? Ну, надеюсь. Ну, а вообще, как у спортсмена состоит подготовительный процесс? Вот было примерно 2 месяца от одного старта к другому, где нужно показывать именно программы. Вот из чего состояли твои тренировки? Не всегда же ты, наверное, выходила и катала там короткую с утра, произвольную вечером, все вот эти 2 месяца? Конечно, да, это было по-разному. До прыжкового турнира мы вообще программы почти не катали. Так, я иногда брала связочки, но это не целиковые прокаты.
А ты же мечтала в отпуск, говорила. Я мечтаю в отпуск после прыжкового турнира. Что тренеры тебя отпустили? Я заболела, и вот был мой отпуск. Бойтесь своих желаний, да? Да, вот. А так подготовка проходила очень активно. Много катала и программы, и пробовала разные какие-то виды контента, потому что и что-то болело. Поэтому посмотрим, что в произвольной будет. В следующий раз, друзья, когда вы будете интересоваться, о чем же мечтают чемпионы, о чем мечтают спортсмены, они мечтают просто немного отдохнуть. Но это при условии, если ты удовлетворен своей работой. Ну, лично у меня так. Ну, я сегодня думаю, что ты удовлетворена проделанной работой в короткой программе, поэтому мы смело можем тебя отпустить, отдыхать. А сами пока с удовольствием посмотрим интервью с Диной Хуснутдиновой. Спасибо. Дин, какая вы умничка, какой классный прокат. И вы знаете, если где-то в комиксах существует Супермен, то это все ерунда, потому что у нас в реальности существует Триксель-вумен. Мы смотрим на ваш тройной аксель, какой же он легкий, какой он воздушный. Ну, нам со стороны так кажется. А так ли это на самом деле, или за этим всем стоит колоссальный титанический труд и усилия? Конечно, это большой труд добиться такого результата, чтобы он именно получался таким на соревнованиях, потому что на тренировках делать это одно, на соревнованиях это совсем другое, когда коленки подтрясываются, особенно в прокате. Но я рада, что смогла собрать все свои мысли и направить их в нужное русло и прокатать чисто короткую программу. Даниил Маркович недавно показывал видео, где вы делаете подряд 3 тройных акселя. Где предел? Мы 4, может, скоро увидим? Не знаю, все возможно. Мне показалось, что вы сегодня были максимально вовлеченной в прокат. Чем больше всего довольны, что больше всего вам самой понравилось? Вообще, у меня 6-минутная разминка прошла очень-очень нервно, тяжело. Вот. Пыталась как-то привести себя в порядок во время промежутка до проката. Рада, что смогла все-таки привести мысли в порядок и выдать достойный чистый прокат. Я вспоминаю наше с вами общение после ваших прокатов на дебютном для вас чемпионате России в Санкт-Петербурге. И как вы говорите, коленки потрясываются. Я видел, как они действительно чисто физически тряслись. А сейчас уже вроде не дебютантка, а уже есть опыт большого такого взрослого турнира за плечами. Поменялось ли мироощущение? Может, вы чуточку были спокойней, уже привыкшая к этому всему? Вообще, сейчас была неспокойная, я думаю, вообще, потому что был достаточно большой период перерыва между соревнованиями. И, честно скажу, тяжело далась подготовка к этому старту. Вот. Есть некоторые проблемы были в подготовке чуть-чуть, но я не хочу подаваться в подробности, поэтому надеюсь, что смогу также достойно прокатать и произвольную программу. Сформулируйте главную задачу на произвольную программу. Достойно откатать — это общие слова. Чуть поконкретнее. Выдать достойный прокат. Вот это вот, наверное, вся формулировка. Ну, значит, мы желаем вам выдать достойный прокат с произвольной программы. Пусть он будет чистым. Благодарю. Спасибо вам. К нам в студию присоединился Михаил Коляда, и мы обязательно сейчас обсудим все короткие программы женщин, но сначала послушаем комментарии Софьи Муравьевой после ее проката. Я безумно рад вас видеть, и спасибо вам большое за это великолепное выступление. Но прежде чем вы нам о нем расскажете, я хотел бы спросить, с какими ощущениями вы вообще вернулись в Челябинск, потому что лед, мне кажется, должен быть как родной. Все-таки серебро чемпионата России здесь было. Есть ли теплые ощущения? Очень ностальгическая арена. Я выходила и вспоминала свой настрой, свой прокат, свои прокаты здесь. Как-то... И вспоминала еще прошлый год, Кубок Первого канала, тоже очень помню это выступление. Я так рада была, что я хорошо откатала, потому что были неудачи до этого. Вот. Как-то настраивала себя на то, что Челябинск — это очень хороший город. Я его очень люблю, и он мне поможет откататься хорошо. Я смотрю на все ваши выступления в этом году, и у меня есть стойкое ощущение, что с каждым новым стартом, даже несмотря, были ли какие-то помарки в прокатах или нет, вы все больше учитесь получать удовольствие от проката и становитесь все более и более раскованной на льду. Было ли сегодня так? Ну, я с каждым стартом, наверное, нахожу к себе новый подход.
ну, как новый. С каждым стартом стараюсь его доработать. И мне кажется, я стала чуть-чуть спокойнее сама по себе. Не так выплескиваю энергию, лучше сосредотачиваюсь именно к прокату, а не в общем, когда я приезжаю на каток. Вот, то есть, ну, какой-то новый подход к себе. Чем больше всего Подбираю. остались довольны в прокатах сегодня? Я, наверное, довольна первым тройным флипом. Вот, он был какой-то хороший, легенький, мне он очень понравился. И заклоном. Я из тех людей, которые не могут по здоровью тренировать каждый день заклон. И буквально за 2-3 тренировки я чуть-чуть его вспоминаю. И все, и приезжаю сюда уже готовым бойцом. А до этого, например, там, месяц подготовки я его не тренирую, чтобы спину не травмировать. Поэтому я очень довольна своим заклоном. Он был классный, мне кажется, по ощущениям. Вы уж меня простите, если вдруг, что называется, посыплю соль на рану, но, конечно, мы, все ваши болельщики, очень хотим снова увидеть ваш эффектный тройной аксель. Я тоже очень. Рядышком ли он и как за него схватиться? Я пока что еще прихожу в свою идеальную форму. Конечно, когда я его прыгала в лучшие свои годы, я была в лучшей форме. Сейчас я к этому иду, я потихонечку, хорошими шагами. И был тройной аксель на прыжковом. В этом году я приехала без него, но я его очень долго тренировала. Очень надеялась, что адреналин мне поможет. И там были не 6-минутки, там были 3-минутки. И вот на этой 3-минутной разминке я его сделала в степ-аут. И жалко, что его нигде не могу найти, его никто не снял. Вот, это была единственная попытка прям на выезд. А до этого вот на тренировке чистое дело, но падала. И вот, как-то не складывается. Адреналина мне не хватает. Вот. Но он был один в этом сезоне, и я очень этому рада. Ничего, скоро будет. Значит, надеюсь, в следующем что сезоне каждое соревнование, я надеюсь, Да, будет. я тоже. Спасибо вам большое. Я желаю, чтобы челябинский лед, такой родной для вас, он принес вам исполнение чистой произвольной программы. Спасибо. Ну, а у нас в студии уже Михаил Коляда, как всегда, со своими записками. И если бы вы видели, сколько он там всего понаписал, вы сейчас и увидите. Это только одна сторона, а там еще и с другой стороны целая поэма. Да, друзья, здравствуйте. Сегодня я что-то разошелся. Ну, начнем все по порядку, как обычно, с первой разминки. Хочется отметить, Мария Елисова откатала хорошо, мощно, как всегда. Конечно, у нее есть такая слабая черта, как недокруты на ее прыжковых элементах, но в целом сегодня она молодец, она справилась. Сильное было открытие. Тройным акселем пошла первый же элемент. Первая участница задала такую высокую планку достаточно. Да, это было здорово. А вторая, Вероника Еметова, я тоже себе плюсик поставил, раскрепостилась. Сегодня, мне показалось, она катала увереннее, чем на чемпионате России, потому что, видимо, конец сезона близко, и как-то вот нервы уже подуспокоились. Но вообще складывается ощущение, что все девчонки более такие свободные, раскованные. И не раз мы уже здесь в Кисенкрае от ребят услышали, что вот, конец сезона, уже как-то немного и попроще, и более в удовольствие катаются все. А мне вот как раз показалось, что сегодня мы наблюдали мини-чемпионат России со взлетами, падениями, с нервами, с удачами и поражениями. А Камила Нелюбова. Прекрасно. Они в этом сезоне поработали над докрутами в тройных прыжках. Добавила она тройной аксель. Как раз она с него начинала сегодняшнюю короткую программу. Все было сделано вот классно. И сегодня она точно так же каталась раскрепощенней и вот одухотворенней, что ли. Прям вот здорово. Анна Лишенко. Зал поддерживал. Маленькая, хрупкая спортсменка, которая держит в напряжении весь зал, и она очень классно работает с энергией зала. То есть у нее нет такого, что вот я вышла там что-то попрыгать. Нет, она вышла, и она заявляет о себе, Да, что она может контакте все. со зрителем, в контакте с судьями, и всегда такие еще музыкальные композиции выбирают, которые именно прям зал раскрепощают. Но тем не менее она достаточно такая стабильная спортсменка. В течение сезона мы видели множество от нее прекрасных, идеально чистых прокатов. Как ты думаешь, что сегодня пошло не так?
Возможно, сказывается конец сезона, потому что сезон у фигуристов, он на самом деле очень длинный, начиная с сентября там, до марта, до апреля. Это очень много, и постоянно быть на пике форме просто невозможно. И поэтому сегодня, я так предполагаю, во второй части программы она немножко вот потеряла вот эти тонкие ощущения, чтобы сделать свой И довольно каскад. большой перерыв без стартов, я думаю, еще тоже свой отпечаток накладывает, потому что между чемпионатом России, если ты не принимаешь участие в прыжковом чемпионате и так далее, то довольно большой перерыв, и сохранять вот этот тонус соревновательный непросто. Да. Также хочется отметить Ксению Гущину. Стабильно, красиво, четко, вот все в ее стиле. По-петербургски, я бы сказал. По-петербургски, да. Немножко с пермским акцентом, но по-петербургски. В общем, тоже пришел к такому выводу. Если закрыть на мониторе голову Ксюши и смотреть только на руки, на корпус и на ноги, сразу будет виден ее стиль. То есть вот, если не смотреть на голову, можно определить, что это вот сейчас катается именно Ксюша Гущина. Дарья Садкова. Интересная Круто, как всегда. характеристика такая. Есть стиль, это уже Без много... головы даже. Да. Кстати говоря, Стиль без головы. Нина Михайловна Мозер мне подсказала такую маленькую уловку, и я иногда ей пользуюсь. Поэтому спасибо огромное. Дарья Садкова. Круто, как всегда. Сегодня мы видели, что немножко тоже на таких шарнирах была Даша, но она вышла, справилась. Я, честно, фанат этой короткой программы у Даши. И вообще, в принципе, в этом сезоне у нее расширился динамический артистический диапазон, поэтому она вот сегодня была шикарна. А ты уже выучил это движение из короткой программы? Я в процессе, Максим. Елизавета Куликова прекрасно слышит музыку, прекрасно ее передает. И я бы сказал, что она чувствует всей кожей эту программу. То есть она прям вот дышит. Она рисует не только узоры ногами на льду, но и руками. Внимание к деталям просто сумасшедшее. И это тоже для меня лично это открытие сезона здорово. Софья Муравьева недовольна была после своего проката, хотя, как бы сказал Алексей Николаевич Мижин, по-рабочему. Все сегодня было неплохо. Прокат был рабочий, но мне кажется, она была недовольна, потому что переживала за каскад. Там такое приземление с первого прыжка было не самое уверенное. Может быть, она думала, не докрут ей поставят, или ребро найдут, техническая бригада. Но вроде бы как бы очень лояльно было судейство сегодня. Да, очень даже. Катала хорошо. Очень достойные баллы, 73 за короткую, с достаточно шатким каскадом. Это очень даже достойно, мне кажется. Да, и сейчас она на третьей промежуточной позиции, и все было замечательно. Маша Захарова очень хотела, видно было, что она очень сильно вот прям готовилась очень долго, и мне кажется, ее вот это немножко сбило, что она после вращения не успела как бы немножко восстановиться, прийти в себя, чтобы сделать каскад, потому что она вот как будто пролетела и, естественно, сделала бабочку 1-3 и, ну, потеряла большое количество баллов на этом. Да, Мария настоящее открытие этого сезона, украшение любых соревнований. И хотелось нам увидеть еще чистый прокат, чтобы произвольно, и потом вот эти ее четверные тулупы засверкали еще ярче в сильнейшей разминке. Но, к сожалению, увы и ах. Да, Дина Хуснутдинова. Хорошо, ровненько. Мы уже действительно привыкли к тому, что Дина от старта к старту показывает нам феноменальное стабильное катание. У нее сегодня был, на мой взгляд, лучший тройной аксель. Я бы, если был судьей, добавил ей больше оценок в GOE. Осталось добавить только во второй оценке. Тут как бы Она такая говорить прям нечего. в своем катании очень вот деликатная. Знаешь, вот такая, она такая тоненькая, хрустальная и такая прям настолько нежная, что когда она катается, хочется прям не дышать. Да, есть такое. То есть у нее она похожа на какую-то маленькую принцессу, на хрустальную фигурку, которая вышла и очень красиво, очень нежно все это изящно исполнила. С таким-то контентом. Да, между прочим. И, конечно же, Алиса Двоеглазова. Я тоже являюсь фанатом Алисы. Настолько осознанно, настолько вдумчивое у нее катание, что ты начинаешь прям вот растворяться в просмотре этой короткой программы. Классно, красиво, четко. И, как мы слышали с трибун, Двоеглазова Алиса — настоящая актриса. И это правда, сегодня она это доказала. Да, ну а Михаил Коляда тоже у нас очень артистичный, как на льду, так и в студии. Всегда с очень информативными обзорами на
одиночное катание. Мы его благодарим, отправляем его на комментаторскую позицию и продолжаем смотреть фигурное катание на Первом канале. Совсем скоро наши мужчины-одиночники выйдут на лед и представят свои короткие программы. Это ждет нас завтра Это будет в студии. завтра. Татьяна Рашевская, Белгород. Судья номер 3, Регина Трусова, Казань. Судья номер 4, Сергей Чемоданов, Московская область. Судья номер 5, Алексей Двойников, Нижний Новгород. Судья номер 6, Наталья Богуш, Самара. Судья номер 7, Татьяна Косыгина, Санкт-Петербург. Техническая бригада. Технический контролер Наталья Китаева, Москва. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. Ольга Маркова, Москва. Встречаем на льду участников первой группы. Александр Мельников, Москва. Макар Игнатов, Московская область. Матвей Ветлугин, Санкт-Петербург. Глеб Лутфуллин, Санкт-Петербург. Андрей Мазалев, Москва. Артур Даниэлян, Санкт-Петербург. Разрешена 6-минутная разминка. Финал Гран-при России по фигурному катанию в Челябинске продолжается. Свои короткие программы представят мужчины. Первая группа уже на льду, а комментаторы Первого канала уже на позиции. Василий Соловьев, Михаил Коляда, Алексей Ягудин. Мы заряжены на то, что сейчас
готовы вообще к любым происшествиям на льду. Всем привет. Да, всем добрый день. Уже посчастливилось наблюдать, не только наблюдать, но и комментировать происходящее во время женских коротких программ. Ну а сейчас наши дорогие, наши горячо любимые и хорошо известные фигуристы, лучшие фигуристы нашей страны в рамках финала Гран-при в Челябинске. Ну что ж, мы-то, конечно, готовы, но самое главное, чтобы были готовы те, кто сейчас находится на льду. И первым будет кататься родом из Волгограда Александр Мельников. Тренируется в школе легенда у великолепной Виктории Буцаевой, прекрасной в прошлом фигуристки и внимательного профессионального тренера. Также в группе работает тренер Евгений Власов. На ваших экранах бывший ученик Виктории и хореограф Галина Ищенко. Александр очень атлетичный спортсмен, быстрый, резкий, увлекается футболом, что тоже полезно для координации. На недавнем первенстве Москвы сделал сальто в произвольной программе, что, по-моему, официально первое сальто у российских одиночников. Макар Игнатов, двукратный победитель финала Гран-при России, серебряный призер чемпионата России 2021 года, ветеран мужского одиночного катания России, молодой отец, супруг Саши Трусовой, просто красавец. В конце концов, тренируется в Академии Ангела Плющенко. В этом году демонстрировал мощное и осмысленное катание. Желаемых результатов не достиг, как на Гран-при, так и на чемпионате. И тем не менее, является любимцем публики и одним из значимых символов российского мужского катания. Один из тренеров Академии Плющенко Артем Значков на ваших экранах. Также работают вместе с Макаром Евгений Плющенко, Сергей Алексеев. Матвей Ветлугин на ваших экранах, один из героев недавнего чемпионата России. В юбилейном ученик Евгения Рукавицына прибавил к своим результатам Гран-при 41 балл. Не 20, не 30, а 41. Ну и не мудрено, что по сети разошлись кадры с его переживаниями после произвольной программы. Это было драматично, трогательно, и мы были счастливы за Матвея. Примечательно, конечно, что даже с таким сумасшедшим взлетом он не смог подняться на пьедестал, но это, во-первых, говорит об общем уровне чемпионата, а во-вторых, позволяет расти дальше, потому что есть куда. Матвей из спортивной семьи, ему объяснять принципы чемпионства не нужно. Глеб Лутфулин, родившийся в Казани, тренируется в Санкт-Петербурге в школе Алексея Мишина, призер казанского этапа Гран-при этого сезона, что было весьма эмоциональным моментом. Некогда серебряный призер чемпионата России, но в этом году лишь 5-й. Работа в школе Мишиных, отдельный опыт, конечно, атмосфера. У бортика теперь можно увидеть и Елизавету Туктамышеву. Здесь ее на этом турнире нет, на ваших экранах. Татьяна Мишина, Алексей Мишин, Егор Чолышкин. Сегодня вот вспоминали мы с Алексеем Николаевичем, когда впервые встретились 29 лет назад. А время летит, конечно, быстро и нещадно. Нужно будет следующей осенью отметить. Родом из Санкт-Петербурга Андрей Мазалев. С детства тренировался в Питере у Кирилла Давыденко и уже 2 года как переехал в Москву, в школу Тутберидзе. Некогда чемпион мира среди юниоров и бронзовый призер чемпионата страны, был в шаге от пьедестала и на международной арене, но вот сейчас снова нащупывает результаты без призов на Гран-при, но с прекрасным катанием, в том числе на недавнем чемпионате России, где после короткой он был 3-м, однако же откатился на 6-е место. Изящный, скользящий, артистичный, вдумчивый Андрей Мазалев. Ну и в завершение Артур Даниэлян, спортсмен родом из Волгограда. В 2016 году приехал в Москву, где тренировался в ЦСКА. Сейчас живет и работает в Санкт-Петербурге, где катается в школе Евгения Рукавицына. Меломан с очень разносторонним плейлистом от классики до инстасамки. Призер чемпионата Европы и России 2020 года. 2 годами ранее призер чемпионата мира среди юниоров. В этом сезоне совершенно потрясающе выступил в Казани, где занял 2-е место. Но и на чемпионате России, хоть и стал 8-м, но катался просто замечательно. Вот такие спортсмены в первой группе участников ждут своего череда. Ну, а мы ждем, конечно, выхода и не только самого первого участника Александра Мельникова, но и всех остальных. Напоминаю, что это финал Гран-при, который проходит в эти дни в Челябинске, где не только челябинский трактор, но еще и
интерес к фигурному катанию слишком велик, поэтому трибуны сейчас практически чуть-чуть подопустели. Возможно, просто люди выходили отдохнуть, размяться перед мужскими программами после женских коротких, но на женщинах практически стопроцентная заполняемость была трибун. Ну а впереди Кубок Первого канала, который пройдет, по-моему, если не изменяет память, 21-22 в Санкт-Петербурге. И вот Алексей Николаевич Мишин, у которого буквально, я посчитал, через 7 часов по челябинскому времени наступит юбилей 85 лет, дорогие друзья. Как же круто встречать свой юбилей на работе. Всем бы вот нам вот такую спортивную жизнь, семейную жизнь. И мне очень понравилось, импонировало то, что сказал Алексей Николаевич Мишин в недавнем интервью, что он даже не планирует взрослеть. Он хочет оставаться таким же юным, бодрым тренером, как и все предыдущие годы. На лед приглашается Александр Мельников, Москва. Бронзовый призер Гран-при в Красноярске Александр Мельников. Is you is or is you ain't my baby. Довольно легкая для восприятия композиция для старта соревнований в короткой программе. Пусть все пройдет хорошо. Always late. Anytime we have a date, but I love her. I'm gonna ask her. Is you is or is you ain't my baby. Way you acting lately it makes me down. Is still my baby, baby. Seems my flame in your heart's done gone out. Ну вот, когда мы комментировали женские короткие программы, сейчас мы видим, как постучал Саша по своей голове, ну что вот такие
можно сказать, на грани 50 на 50 вынужденные и невынужденные ошибки. Мы видели, как на 6-минутной разминке, не знаю, попало ли это падение с попытки исполнить четверной луц во время 6-минутной разминки в наш эфир, но, правда, были проблемы с прыжковой частью во время разминки, ну и, собственно, это отразилось на самом первом элементе в короткой программе. Луц. А я все-таки хочу похвалить Сашу, что он пошел на усложнение, что он добавил луц, хотя, в принципе, мог бы откатать и с тулупом, и с акселем, и как бы набрать приличное количество баллов. Но, тем не менее, сегодня программа звучала хорошо. Он катался более раскованно, уверенно и вот немножко играючи. Может быть, это как раз и сказалось на том, что он допустил такую ошибку на стартовом четверном луце. Все остальное это было сделано хорошо. Тройной аксель. Ну, это как Высоко, посмотреть, чисто. дорожка шагов второго уровня, вращение третьего уровня, луц, попытка вообще по нулям прошлась, недокрут на четверном тулупе в каскаде, вот в каскаде с тройным тулупом. Ну, но здесь я бы поспорил, на самом деле, мне казалось, чисто было. Не удивляйся, Алексей сегодня в очень критическом настроении. Девочкам от него досталось в короткой программе ого-го. А я в очень позитивном, поэтому будем как плюс и минус. В общем, за сегодня, Александра, продолжай. Да, за Александра. Мне понравилась его программа, мне понравился его настрой. Он не рассыпался в дорожке шагов, между прочим. Он смотрел на нас, мы отправляли ему лучики позитива, поддержки и все, в общем, все будет еще завтра. Завтра произвольное. Послезавтра, да. Послезавтра. Ну, неважно. Даже не знаю, пытаюсь пройти в голове по тому, что мы с вами видели. Но, безусловно, сложно открывать. И я начинал свою мысль, что у женщин такое ощущение было, что немножко выпали из формы после чемпионата России. И вот здесь много было таких ошибок, которые, ну, не свойственны для многих. И Маша Захарова одна из лидеров в женском одиночном катании. И срыв вращений, и прыжковой части. Что как будто какой-то вот такой дополнительный нерв здесь действует. Для исполнения короткой программы на лед Трон приглашается наследия. Макар Это Игнатов, гудящая и Московская наэлектризованная короткая программа Макара Игнатова. Блокбастер был очень насыщенным на спецэффекты, но все же философским и глубоким для осмысления. Такому мастеру, как Макар, в этой музыке, в этой композиции есть что играть. The Grid, a digital frontier. I tried to picture clusters of information as they move through the computer. One of
сделано. Первый чистый прокат короткой программы у мужчин, но всего лишь второй участник. Посмотрим, что преподнесут нам остальные участники, какими подарками будут сегодня заваливать. Надеюсь, что сегодня все прям вот, ну не на 100%, такое редко бывает в реальной жизни, но вот приближенное значение будет по исполнению коротких программ. А мне показалось, что он впервые в сезоне, по-моему, решил не включать лампочки и сконцентрироваться на прыжках. Он сегодня включил прыжки. Он включил режим чистого проката, и мы видели очень рискованный по вылету четверной Ридбергер в самом начале, но выезд показал то, что запас прочности у данного спортсмена существует. Макар решил поменять свой контент и поменять расстановку элементов, прыжковых элементов в короткой программе, потому что весь сезон мы наблюдали четверной во второй части программы. А в этот раз он решил сделать сначала Ридбергер, потом Сальхов и во второй части Аксель. Сейчас посмотрим на четверной Ридбергер, стартовый как раз, которую Алексей имел в виду. Мне показалось, он не так уверенно стоял на правой ноге, как он это обычно делает, но тем не менее... Здесь жалко корпус. Ну, хотя вот так... Чистенький, хороший прыжок, высокий, в стиле Макара. То есть не было такого, что он вот вытаскивает, что называется, из могилы. Нет, прыжок был достаточно уверенный. Затем четверной Сальхов в каскаде с тройным тулупом. Мощно, пролетно, высоко, тоже никаких вопросов. Но отдать должное Макару, что если он выполняет, ну, в протоколе числится выполненный элемент чисто, то это правда те элементы, которые заслуживают нашего и всеобщего внимания, потому что и пролет, как ты говоришь, и высота, прям фундаментально он выполняет эти элементы. И во второй части тройной аксель. Ставка на чистоту, как ты говоришь. Сегодня сыграла. Единственное, вот мы сейчас видим в судейском протоколе, финальное комбинированное вращение у него стоит первого уровня. То есть он, видимо, торопился для того, чтобы закончить программу и не получить балл съема. Но такой маленький недочетик в виде первого уровня вращения комбинированного. Ну и лампочки не зажглись. Но это не недочет. Это просто решили они отступить от привычной. Мне кажется, отвлекали его эти лампочки, честное слово. Но посреди короткой программы заниматься включением каких-то там электроцепей. Что там? 50-56. Очень неплохие баллы за технику. Отлично. Сейчас оценка будет близиться, я так предполагаю, к 90 баллам. Да за 90? Вау! 91 балл! И на данный момент Макар Игнатов лидирует. Для исполнения короткой программы Герой чемпионата России Матвей Ветлугин катается под ностальгическую мелодию «Как молоды мы были» в исполнении голосистого азербайджанца Юсифа Эйвазова. Звучит мощно и с легкой ноткой грусти, хотя Матвей, кажется, только-только разгоняется. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как верили в себя.
Есть спортсмены, при чистом исполнении той или иной программы заставляют тебя вскакивать с места. А есть спортсмены, даже при каких-то допущенных ошибках, также заставляют тебя вставать с своих мест. Как сказал Миша, рабочий прокат, но сейчас всю программу мы дискутировали на тему талантливых людей. И, конечно, в эту когорту талантливых людей мы также относим Матвея Ветлугина. И очень интересную мысль сейчас развивал Миш, как раз вот тебе и слово про талантливость. На мой вопрос, который я задал тебе, почему был прокат в жизни чемпионата России у Матвея Ветлугина, а до этого и после как бы вновь вот этот шторм. Но вот эти все качели, они действительно присущи настоящим артистам, потому что мы, если посмотрим на жизнь художников, поэтов, у них постоянные такие качели. То они на коне, то они на дне. Поэтому здесь без этого никуда. К сожалению, в спорте, да, нужно показывать стабильность, и это приведет тебя к результату. Но мы любим спортсменов не за то, что они там максимально стабильны, а за то, что они максимально необычные и иногда даже бывает нестабильны. И вот эти шероховатости, они и цепляют зрителя. И именно поэтому мы так и любим наблюдать эти соревнования вживую. Но дальше у меня возник вопрос после информации услышанной. А как же Ламбель, а как же Ханьо, а как же другие люди, которые условно переживают эту творческую ломку и все равно выигрывают, то есть дотягивают до пьедестала, и причем не раз? Ханью, он такой один на всю Японию, а у них там конкуренция жесточайшая. Ламбель, он один такой на всю Швейцарию, и поэтому здесь уже как бы это уникумы. Но если, возвращаясь к прокату Матвея, четверной флип на разминке, мне показалось, он вообще был не в ногах, но в нужное время, в нужном месте собрался, все-таки сделал. Почему-то судьи находят там неясное ребро, хотя, на мой взгляд, ребро было нормальное и недокрут. Ну, ладно, им виднее, у них лучше камера показывает. Вот что удивительно, тройной аксель. Это такой очень пограничный прыжок именно у Матвея. Сегодня он у него, ну, к сожалению, не получился так, как он может это делать. И прыжок в либелу стоит первого уровня, что как бы тоже не характерно. Матвей всегда обращает внимание на скольжение и на вращение. Ну, сегодня вот небольшие такие неровности есть. Опять же, это можно понять, потому что чемпионат России был очень давно. И большой перерыв между стартами все-таки дает о себе знать. Ну, а Матвей, говоря про его тройную акцию, мне кажется, если вот это единственное, что, ну, одно из таких громких, что может разбудить Матвея, как страшный сон. Потому что действительно четверной луц, четверной флип, это его конек, каскады с тройным ридбергером. И то, что мы сейчас увидели, тройной луц, тройной ридбергер, это сумасшедший по сложности, по концентрации каскад. Петр Гуменник на ваших экранах в данный момент разминается. И публика неистовствует на трибунах, увидим, потому что видит на большом экране, как он это делает. Но к Матвею вот тройной аксель, правда, это его один из самых нелюбимых элементов. К сожалению, вот очень часто спотыкается на исполнении. Разминается Марк Кондратюк, а мы ждем оценок. Это 84 балла на 7 почти баллов меньше, чем у Макара Игнатова. Для исполнения короткой программы на лед приглашается... Любитель классических постановок Глеб Лутфулин в нынешнем сезоне выбрал программу из современного сериального контента. Ну а что? Его много, и он качественный. Сериал «Жизнь по вызову». Тема, заставляющая задуматься не только по молодости. Композиция называется «All the Lies». Вся эта ложь. А он, оказывается, сегодня катается под Александра Малинина, под забаву, а не под предыдущую свою музыку из «Жизни по вызову». Это та самая показательная, классная мелодия с глубоким текстом. Мне осталась одна забава, пальцы в рот, прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Ах, какая смешная потеря, много в жизни смешных потерь.
что не верю тебе. Золотые далекие дали, все сжигает житейская мресь. И похабничал я, и скандалил для того, чтобы ярче гореть. Вот за это веселье мутим, отправляясь с ней в край иной. Я хочу при последней минуте попросить тех, кто будет со мной. Чтоб за все, за грехи мои тяжкие, за неверие в благодать положили меня в русской рубашке под иконами все вместе со мной. Мне осталась одна забава. Пальцы в рот, да веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Ах, какая смешная потеря, много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога не верил, горько мне, что не верю теперь. Но вот чем продолжает удивлять Алексей Николаевич Мишин, так это выбором и музыкального сопровождения, порой костюмами. Вот такой Алексей Николаевич Мишин, человек, у которого буквально через 6 часов начнется юбилей, 85 лет. Ты прямо обратный отсчет ведешь, как будто в этот Ну, момент слушайте, что-то такие люди, случится. как Татьяна Анатольевна Тарасова, у которой тоже сравнительно недавно был день рождения, и Тамара Николаевна Москвина, которая в этом сезоне выступала и играла одну из ролей в ледовом спектакле новогоднем, детском. Это те люди, которых нужно всегда ставить в пример. 11-12 в Санкт-Петербурге состоится... Ехать надо будет побыстрее, побыстрее. Ну, а Глеб Лутфуллин, слушайте, порадовал сегодня абсолютно чистотой и, самое главное, легкостью, которой не была, я помню, и в Омске, когда он вернулся в сезон, и чемпионат России, вот такого прям полета не было. Да, действительно, сегодня Глеб в ударе, что называется. И чем все-таки хороши соревнования, финал Кубка России, что очень большой перерыв для того, чтобы поменять, например, короткую программу. А почему нет? И сегодня мы увидели от Глеба прекрасный прокат. Он сегодня прям прозвучал, он сделал его с душой. И прыжки были сделаны, и вращения, и дорожки. То есть все как-то сложилось очень позитивным образом. Да, он взял вот это творчество из показательного номера на стихи Сергея Есенина и под пение Малинина. И а зачем творчеству пропадать, спрашивается. Нанизал его на техническую потрясающую сегодняшнюю часть. И получилось просто взрыв. И трибуны сходят с ума. Категорически против. Я против, вернее, простите, да, вот этого момента. Мне кажется, что это немножко уже состояние, личное состояние отдельных людей. Ну, для каждого это свое решение. Ты бы так не сделал, а для Глеба это красивый жест. Ну, я вижу эту руку Алексея Николаевича Мишина. Ну и что? Но это фишка, надо чем-то удивлять. И вот Алексей Николаевич Мишин и Глеб Лутфуллин сегодня удивили. Ты просто к себе примерил, а публике нравится. Здесь абсолютно разносторонняя публика, и всегда такой является на турнирах. Ну, не знаю, но то, что удивил, да. Да еще и результатом удивил. 91-21. Это чуть-чуть побольше, чем у Макара Игнатова, и Глеб Лутфуллин лидирует.
Для исполнения короткой программы на лед приглашается Андрей Мазалев, Москва. Короткая программа Андрея Мазалева под Backstreet Boys — это кайф. Наверное, лучшее, что можно было придумать под стиль маэстро. Приправленная чистым катанием, эта программа становится весомым оружием в достижении результата, что показал недавний чемпионат России. Ну, одногруппницы поддерживают, конечно же, Алиса Двоеглазова, Дашечка Садкова. Все здесь. Андрей Мазалев чуть-чуть, но вновь не справился, к сожалению, да. Все так хорошо начиналось. Абсолютно заряженная энергетически и программы, и сам Андрей, когда вышел на лед. И вроде неплохо, и скользит. Все неплохо, но вот, к сожалению, падение. Да, сейчас видим, конечно, что мотает головой Андрей. Начал действительно очень хорошо, здорово. Не хватило немного на акселе. Мне показалось концентрации, потому что по настроению, по энергетической такой передаче и энергообмену с залом было сегодня замечательно. Ну, это все разы делали. Потому что поддержка в Челябинске просто сумасшедшая. Куда ты вообще? Ну, отдать должно еще. Что там придумать? Откуда это берется? Я такого акселя вообще не видел уже, не знаю, полгода. Ну, ведь было, значит, Даниил Маркович. Полгода вы не видели, а вот сейчас появилось. Ну, порой в самые нужные моменты влезают те ошибки, которые мы порой даже не то что не замечаем, а как бы не принимаем их во внимание. Вот началось все хорошо. 14 сальхов, тройной тулуп. Небольшой недокрутик был, и судьи его находят и ставят вот эту несчастную Q, недокрут. И снижение оценки Андрей получает. 14 тулуп прекрасно. Вот просто
практически как по учебнику, как он делал множество этих четверных тулупов на прыжковом чемпионате России. Никаких вопросов. Чисто, мощно. Все вращения 4-го уровня, дорожка 3-го, что как бы тоже хорошо. Андрей обращает внимание и на непрыжковые элементы, и это позволяет ему все-таки получить большое количество баллов. А здесь мы видим недокруты падения, он просто не успел встать на левую ногу, бедро чуть-чуть ушло, и все. И здесь уже этот прыжок не спасти было вообще, ну никак. У меня такое ощущение, что все абсолютно знают Андрея как человека, способного, ну, периодически выдавать мощные прокаты, но каждый раз, в других случаях, где-то одно, но что-то вылезает. И вот реакция Даниила Глихенкауса и Даши, и Алисы, которые наблюдали за этой короткой программой, собственно, красочное подтверждение, иллюстрация того, что действительно, нет. Ничего страшного, Алексей, завтра сделает. Послезавтра. И мы снова возвращаемся к теме судьбы артиста. Потому что Андрей действительно тоже очень яркий артист на льду. И он на данный момент занимает 3-е место. Самые высокие, не самые высокие, у него и у Ветлугина самые высокие компоненты, но по технике проигрывают. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Артур Даниэлян. Короткая программа Артура Даниэляна называется «Ты моя жизнь». Такая восточная зарисовка о любви и верности.
Не знаю, не люблю никогда сравнивать прокаты, но это прям вот как будто бы, если брать женский короткий, это вот Маша Захарова. Это без вращения, это без прыжка. И мы знаем Артура как человек, правда, мы говорим артист на льду. И мне очень понравилось две фразы от Миши. Первый в вопросительной форме. Ты видишь, что он делает? Когда, я думаю, что оператор повторит эту часть короткой программы, а дальше он раскачивает. Он действительно каждый раз, когда он на льду, он раскачивает. И каким бы ни было прокат на тот момент, но он умеет заводить, он умеет вовлекать в свое творчество людей. Ну, потому что он настоящий артист. И не только артист, но и достаточно неплохой атлет. Все-таки серебро чемпионата Европы. И очень успешно вообще сегодня в этом сезоне Артур выступает. Да, сегодня прокат, мягко говоря, не задался. Ничего страшного, такое тоже бывает, случается. Но, я не знаю, но мне хочется поддержать всех ребят, которые сегодня не очень хорошо катают. Стартовый четверной Сальхов, он не успел встать опять на левую ногу, как я уже много раз повторялся на разных прыжках и разных спортсменах. Затем тройной аксель, он пошел, что называется, на морально-волевых, вытащил его. Ну, а во второй части тройной луц с тройным тулупом должен был быть, ну, как-то вот действительно... Немножко он начал думать, и из-за этого, на мой взгляд, случилась такая вот ошибка. Хотя 3-3 луц-тулуп для Артура вообще ничего не стоит. Вот здесь, вот этот момент. Да, и он действительно энергетически начинает раскачивать зал, и, ну, это просто здорово. Скажи, а он больше энергетический вампир или наоборот тот спортсмен, который отдается? Он, который отдает. Он где-то заряжается вне льда, приходит на лед и отдает всем, вот буквально каждому сидящему в зале. Да это, что значит, где-то заряжается? Это вот внутри у человека, у каждого что-то сидит. И у Игудина сидит. Я и у тебя. В другом направлении работал. Мне нужна была энергетика зала. То есть я, наоборот, заряжался здесь. Как только я заходил, я прям по ощущениям всегда это было. Не знаю, я получал от твоего катания энергетическую волну. Благодарю тебя, Василий. И ты так говоришь, Миш, ну хочется поддержать. Ну а что еще-то делать с Артуром Данилем? Что, критиковать его, да что нет, ли? просто Ну, конечно, смотрите, он сейчас сидит бедный вообще. Ну, конечно. Ничего страшного. День отдохнет, выйдет на произвольную, новый день, новая пища. Все будет хорошо. Прокат прибил однозначно, но прибил, да. Мы прекрасно знаем всех этих людей, как они работают. И иногда... уж точно он не делал каких-то вещей, которые специально должны были навредить его иногда, программе. На самом деле, прокат вот такой вот грязный занимает и забирает гораздо больше сил, чем чистый прокат. Поэтому Конечно. сейчас абсолютно понятно его состояние. Самоедство что... потом начнется. Да, абсолютно. За исполнение короткой программы. Да, много минусов, поэтому результат на 20 баллов меньше, чем у лидера Глеба Лутфуллина, и Артур на предпоследнем месте. А мы ждем вторую группу. Встречаем на льду участников второй группы. Николай Угожаев, Санкт-Петербург. Григорий Федоров, Москва. Владислав Дикиджи, Санкт-Петербург. Евгений Семененко, Санкт-Петербург. Марк Кондратюк, Москва. Петр Гуменник, Санкт-Петербург. Разрешена 6-минутная разминка. И в завершении сегодняшнего сумасшедшего дня вторая группа участников в короткой программе на финале Гран-при России по фигурному катанию.
здесь те люди, которые приковывали к себе внимание публики на протяжении всего сезона, причем настолько нешуточное, что все средства массовой информации буквально разрывались. Есть ли в стране человек, который не знает, кто такой Петр Гуменник? Наверное, сейчас нет. Но Петр будет кататься в заключительной части этой группы, а начнет Николай Угожаев, родом из Новосибирска, где он начинал кататься на катке «Энергия». Чувствуете? У Николая удивительный дедушка, кстати, ученый-физик Владимир Угожаев, изобретатель Алексей, внимание, двухлучевого интерферометра на кварцевом светоделительном блоке. Прошу запомнить это словосочетание и в дальнейшем... Я изучу сегодня вечером. И в дальнейшем с ним работать. И с Дмитрием Хроминым еще с Новосибирска Николай Угожаев в хороших отношениях, дружеских. Вот теперь они работают вместе. Вслед за ним будет кататься Григорий Федоров с 4 лет в ЦСКА. Сейчас тренируются у Соколовской, Захарова и Бутикова в школе «Наши надежды» Татьяна Навка. Гриша из многодетной семьи, 3 брата и сестра. Все занимаются либо фигурным катанием, либо конькобежным спортом. И это прекрасно. Вот только один брат, старший, говорят, айтишник. Ну, бывает и такое в любой спортивной семье. Учится Григорий в РГГУ на факультете психологии и закончил музыкальную школу по классу ударных инструментов. А это его тренерский штаб Захаров и Соколовская. Один из самых интересных спортсменов на горизонте. Чемпион России 25 года, серебряный призер 24 года Владислав Дикиджи. Хороший парень, хотя это и не профессия, но возможность для открытого, вдумчивого диалога, понимания жизни, формулирования правильных выводов, в конце концов. Прокаты разные были в сезоне. Победа в Казани, бронза в Омске. Лишь 7-й на чемпионате России после провала в короткой программе. Все это переживания. Но сам Владислав как-то держится, а вот болельщики, конечно, извелись не на шутку. Тренируется у крепкого профессионала Олега Татаурова на ваших экранах в Санкт-Петербурге. Внимательно впитывает в себя все. Вот не только внутри тренерского штаба, но и извне. Очень парень серьезный. Фигурист из Санкт-Петербурга Евгений Семененко на ваших экранах. Двукратный чемпион России. В этом году был 2-м. Выигрывал финал Гран-при. В прошлом году был на этом турнире бронзовым призером. В текущем сезоне выиграл 2 серебряные медали на этапах серии Гран-при. В фигурном катании с 5,5 лет, когда мама привела его в родной юбилейный. На юниорском турнире Евгений Семененко поддерживал спортсменов группы Алексея Мишина, прямо у бортика стоял, и это, мне кажется, сказывалось на результатах, хотя вроде о тренерских амбициях пока не распространялся. Уверяет, что хочет стать врачом. Марк Кондратюк, родом из Подольска, с детства увлекается современным искусством, пишет картины, участвует в выставках, рисует иллюстрации к альбомам. Болельщики его вот так и зовут. Наш художник. Учится в РЭО Плеханова. Много катается в различных шоу. Артистичен, ну просто не в меру. Его шоу-программы всегда хиты. Ну чего только стоит дирижер на русском вызове. Сейчас работает в школе Татьяны Навка «Наши надежды» под руководством Светланы Соколовской. Чемпион Европы 22 года, когда обогнал Грасля, Васильева, Мазалева и Семененко. Бронзовый призер Олимпийских игр. В этом году выиграл турниры в Магнитогорске, обогнав на 14 сотых Федорова, и в Москве, хотя уступал в произвольной Семененко. Ну и, конечно же, Петр Гуменник. Все, что можно было бы сказать об этом спортсмене, было сказано за сезон, наверное, невероятное количество раз. Человек, на которого взвалилась какая-то нечеловеческая ответственность, когда все было против тебя, но он выдержал этот напор и на международной арене, и при отборе на Олимпийские игры, и на самих Олимпийских играх. Он достойно вместе со своим тренером Вероникой Дайнеко пронес все то, что можно было пронести через этот, через это очень непривычное в данной ситуации испытание для России, для российских спортсменов. Какой огромный молодец. И сегодня мы видим его здесь. Он не отказался от участия в Гран-при. Он пришел к публике. Мы его очень ждали и очень ценим то, что он здесь с нами.
Да, действительно, если говорить о Петре Гуменике, то он прошел что-то абсолютно невероятное, такое давление. И средства массовой информации писали о нем столько, что, наверное, ни о ком другом столько не писали. Безумие И что он творилось сейчас здесь, абсолютнейшее. это абсолютное счастье видеть его вживую. Но Петр вот собирается кататься под парфюмера, тем не менее, на этих соревнованиях. Да, здесь ему запретить этого никто не может. Запретить не может, а я вот хотел у вас, ребят, спросить, а как вы считаете, может, надо было тогда уж и отказаться от парфюмера, раз правообладатели таким образом не очень красивым себя повели? Ну, я бы не сказал, что правообладатели себя некрасиво повели. Но есть определенный закон, и просто в последнее время делается акцент на этом. И до последнего момента ждать и за несколько дней взять и не он объявить. первый, не он последний. То есть это не та ситуация, которая случилась только вот с нашим спортсменом. Был и ряд других фигуристов, которые оказались в такой есть не надо было сложной отказываться? ситуации. Про Челябинск? Да. Делай, что хочешь. Логично. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Николай Угожаев прыгает и катается в своем оригинальном стиле. Треки подобраны в очень нетривиальном ключе. Что рэп, что классика всегда. Безусловно, Николай — одно из приятных открытий серии Гран-при этого сезона. И катается он сегодня под Linkin Park и Томми Профита. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Как все-таки важно для человека найти, если мы говорим про парное катание, про танцы на льду, своего человека, которого ты держишь за руку и полностью в нем уверен, что вы будете работать как одно единое целое. И также здесь у одиночника, как важно найти
ту музыку, то музыкальное сопровождение, тот стиль, который можно надеть на себя, и эта одежка будет твоего размера и твоей цветовой гаммы. Вот вернувшись к старой программе, но отчетливо понятно, видно, что это гораздо ближе, нежели то, что было показано в этом сезоне. Да, действительно, эта программа, вот что называется, его. Она вот села как на родного. И костюмчик нормально сидит, и хореография, и все как-то вот сложилось. Зачастую программа, она помогает тебе выполнять сложные технические вещи, потому что у тебя общий настрой, как бы такой, ты на подъеме все это делаешь. И плюс все-таки публика поддерживает здесь фантастически. Начал свою короткую программу Коля с каскада «Четверной луц, тройной тулуп». Чисто, здорово, вообще никаких вопросов. Судьи дают ему надбавки 2,76, это что, очень высоко. Затем четверной флип плюс 3 балла, то есть это практически, наверное, все плюс 5. Это надо будет потом в протоколах смотреть. И затем во второй части тройной аксель. Ну, все было здорово. Все вращения 4-го уровня, дорожка 3-го. И вот энергетически сегодня он тоже отдавал. И публика возвращала ему обратно. Я смотрю в данный момент протоколы, да, только дорожка шагов 3-го уровня, но сейчас на фоне того приличного уровня, который показал нам Коля, единственное, конечно, хочется отметить в плане хореографии и реберности, конечно, это вот то направление, в котором нужно прям не то, что обращать внимание на какие-то моменты, а прям очень упорно и сильно работать. Потому что прыжковая часть одна из основных, за которые ставятся, которыми и выигрываются соревнования у этого фигуриста, у Коли Угожаева. Всем привет, есть. Коля, Он Валерия, споткнулся на спасибо. дорожке. Настя, дети. Я не про это. Нет, а я про то, что, наверное, она могла бы быть 4-го. Это возможно, да, но я говорю, что в общем и целом, конечно, эта программа ближе. Хотя, знаете, если бы были бы сегодня срывы, и эта программа бы прозвучала немножко в другом. Нужно смотреть на чистые прокаты. Но вот в плане презентации, хореографии и использования ребер, конечно, вот в этом. Ну, Алексей, тем не менее, 58 за технику, это очень прилично. Я думаю, что сейчас оценка будет под 100 баллов. Но это потому, что Челябинск, это потому, что финал Гран-при, это внутренние соревнования. Конечно, немножко другими баллами оградили бы многих наших спортсменов на мировой арене. Но мы сейчас здесь смотрим, поэтому... Здесь и сейчас. Да, здесь и сейчас. Отталкиваясь только от этого. Это уже близится к 100. Ну, отдать должное Коле, его, вы знаете, даже не прыжковой части можно отмечать сильные и слабые стороны того или иного спортсмена. Но что не отнять у Коли? Стальные нервы. Да, бывают соревнования не в пользу спортсмена, и мы видели в этом сезоне, да, как провальные короткие программы, и в целом порой турнир не сдавался у Коли, но выдерживает мощь вот этого психологического давления. У Коля в этом сезоне что-то вот новое пробовал для себя. И иногда новое это дается очень непросто. Это надо годами репетировать, тренировать. А сейчас мы видели старую программу, и, естественно, она уже звучит совершенно фантастически. Накатана. Но Николай сегодня еще как-то очень светло выглядит. Какой-то вот у него прямо, ну, светится парень. Я вот даже... Да, Вась. Прости. Ну, прям сидя это правда, даже это абсолютно. Может быть, этот французский рэп, под который он выступал ранее, давил. Ну, правда. Ты же любишь Францию. Но я не люблю рэп. Может, и давил, но сейчас прям вообще другой человек, реально. Ну, а сейчас идет давление. Ну, давление, мы, кстати, обратили внимание, что да, сейчас какая-то неполадка чисто техническая. Ну, мы это видим, мы рядом сидим. Да, не потому что судьи там что-то задумали. Вау, 99-53, это на 8 с лишним баллов больше, чем у Глеба Лутфуллина. Вторая группа сразу выходит на новый уровень. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Григорий Федоров, Москва. Непредсказуемый, музыкальный и техничный Григорий Федоров на льду. 2 медали выиграл в серии Гран-при в Магнитогорске и в Красноярске. А начался сезон с великолепного катания на чемпионате Москвы. Но
Это уж когда было давным-давно. Вот он, снежный вихрь и весенний ручеек, как он сам себя назвал, в программе Григория Федорова на музыку Вивальди. Александр Байкова, Дмитрий Козловский. Все здесь. Правильно, Челябинск аккумулировал все лучшее, что есть в мире фигурного катания. И, собственно, Гриша Федоров один из самых стабильных, можно так сказать, спортсменов в плане технического оснащения короткой или произвольной программы. Все выполнено, вся прыжковая часть, несмотря на то, что есть вопросы по исполнению четверного лутса, находит неверное ребро или неясное ребро на первом каскаде, четверной флип с тройным тулупом. Именно на флипе вопрос ребра, но он не первый раз возникает. Вращение одно не выдержал. Я был в потоке. Слушайте, где он был? Он был в потоке. Да. Вот так вот Светлана Владимировна все стоит и считает. Одно вращение не додержал. Но это фишечка этой группы, вот особенно с Гришей, это вращение. Они всегда дискутируют по поводу вращений. Ну, потому что, видимо, она знает, что это слабая сторона у Гриши и указывает, чтобы в будущем такого просто не было. Начал свою короткую программу с флип-тулупа 4-3. Классно он его сделал. На разминке видели, как он боролся, но сейчас он сделал замечательно. Затем четверной лутс. Как соло-элемент, причем на этих двух элементах он набирает треть, возможно, технических оценок. 30 баллов. Александр Байкова здесь копирует, наверное, Гришу по каким-то хореографическим элементам, движениям. Не, прыжковая часть, конечно, всегда
Практически Вот это, я безупречно. думаю, она копировала, как он порадовался после тройного акселя. Гриша совершенно такой необычный спортсмен, и мы много раз отмечали его необычность и хореографию, и то, как он чувствует музыку и передает это все, все, что у него творится на душе, передает зрителям и судьям. Ну, здорово. Он такой один, Гриша Федоров. И такие спортсмены нам нужны, потому что, ну, а как иначе? Иначе неинтересно смотреть фигурное катание, когда все катаются как роботы, одинаковые, все либо красивые, либо нет. Всем привет, Но мама, я бы папа, наблюдал Надя. чисто исполненные Сестренка. программы в исполнении роботов. Но это но неинтересно. с душой. Всматриваются в оценки. В частности, А, поставили 4-й? Да, поставили 4-й. Ай, поздравляем. Очень впритык там, значит, было. Но хореография, но презентация, но владение коньком в этом плане За исполнение нужно короткой программы работать. Григорий Да, работают. Федоров набирает 95. Мне нравится твой оптимизм. да, по компонентам Григорий Федоров уступает многим оппонентам, но по технике почти 56 баллов, и он на второй позиции. Долго показывает. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Очень Владислав спокойный Дикиджи. молодой человек Владислав Дикиджи. Никогда вот по нему не скажешь, волнуется или уверен. Таких однозначно берут в космонавты. Его программа — это всегда нечто чрезвычайно органичное, включая самые ценные прыжки, как, например, каскад с четверным луцем под музыку из «Интерстеллара».
однозначно лучше, чем любой предыдущий прокат в плане принятия и образа, и улыбки Олега Датаурова, и удовлетворения вот этой фан-группой. Ну и, конечно, аплодисменты зрителей. Очень напряженно сейчас у нас. И до сих пор, да, вот такое состояние. Держит, потому что настоящий артист, настоящий боец. Он сегодня вышел и отработал все четко, без каких-то лишних движений, без рывков. И вы знаете, как вселенная расширяется, также и возможность этого спортсмена Владислава Дикиджи, так же, как и вселенная, он расширяется в этих возможностях. Но уже вот Миша Коляда прям безумно рад, не знаю чему. Все вращения 4-го уровня. Вот чему я рад. Молодец, да. Поздравляю. Это правда, это шаг вперед. Осталось вот теперь улучшить двоечку рядом со значениями Step Sequences. Это дорожки шагов, 2-й уровень. Удивленно Михаил, человек, который очень плотно работает с Владом. Ну что ж, Влад, как, знаете, когда покупаешь новогоднюю елку, устанавливаешь ее, она, можно так сказать, немножко голая. Но потом, когда ты набрасываешь определенные игрушки, бантики и так далее, она становится более нарядной. Вот Владислав, если говорить про его творчество, он как раз вот все больше и больше с каждым турниром, с каждым днем, с каждым сезоном набирает вот эту красоту и магию. Ну, это и называется спортивный опыт, когда ты от старта к старту все приобретаешь, делаешь правильные выводы, работаешь над тем, что у тебя слабое, но при этом не забывая про сильные стороны. И усиливать сильное в спорте это всегда приведет к хорошему результату. Но вот, к сожалению, сейчас на наших протоколах видим комбинированно все-таки 3-й. Ладно, приедем в Питер, будем работать. Я понял, как мне нарисовать свою мысль. Я хочу увидеть, как будто это торфяное болото, которое засасывает, которое не отпускает тебя. Вот. А это просто достаточно протоптанная дорожечка. Владислав Дикиджи набирает лесная. 98 целых. А я хочу, чтобы он брал и не отпускал. Мы работаем, Алексей. Около полубалла уступил Николаю Угожаеву. Владислав Дикиджи на 2-м месте. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Smells Евгений Like Teen Spirit Семененко. Нирваны. Сегодня в дорожке шагов Евгения Семененко, как и на протяжении всего умопомрачительного по эмоциям сезона. Зал будет, конечно же, сейчас сходить с ума. Впервые культовый гранж-хит Нирваны в соревновательных программах такого уровня в России. Это заслуга Евгения и этого тренерского штаба.
Ну что ж, только поаплодировать Жене Семененко. Круто выполненная работа от начала до завершения ее. Мощно, на скорости. И мне очень понравилось, Миш, как ты сказал, про волны. Да, про волны вот как раз я хотел сейчас сказать, что у Евгения прям это четко видно, потому что он взрослый спортсмен, и он так как бы собирается, видно, а когда он раскрывается. То есть в самом начале программы мы видим абсолютно сосредоточенный взгляд, потому что он идет, делает раз четверной, два четверной, после этого как бы расслабляется. Снимаю шляпу. Вот, даже Алексей Николаевич снимает перед своим учеником шляпу. Это было действительно классно, это здорово. Отличный подарок на юбилей, по-моему, такое катание. На протяжении всего сезона такого всплеска и такой четкости технической, мне кажется, не видели. Такое впечатление, что продолжает идти по нарастающей. Сезон уже заканчивается, а он все шпарит и шпарит вперед, как локомотив. У Евгения было достаточно количество соревнований, но не такое большое, конечно, как у, например, наших юниоров. Но, тем не менее, от старта к старту он вкатывает программу лучше, он ее чувствует хорошо. И катать программу на тренировке — это одно, а на публике с таким светом это абсолютно другое. И сегодня я увидел не раскрепощенность на 100%. Вот только я сижу и думаю. А чуть-чуть он был такой в себе, но при этом он все равно не выходил из образа. То есть классно отработал, но при этом достаточно спокойно. Вот что любит говорить Алексей Николаевич: с холодной головой и с горячим сердцем. А Миша вот еще с юниоров продвигает вот эту тему про холодную голову и про то, что все было в рамочках. Про Алдара Самбуева мы спорили, а теперь вот на Евгении Семененко. Мише так больше нравится, а кому-то больше нравилось, как Евгений Семененко рвал в начале сезона. Да, мне нравится так больше. То есть все подконтрольно, все четко, структурировано и понятно. Я увидел такую, в хорошем смысле, расхлябанность, но она была следствием свободы. Нет, наоборот, свободы от того ощущения, что действительно прошло энное количество турниров, и он чувствует комфортно себя и силы в себе для того, чтобы исполнять. Вот от этого. 52 балла. И у него самая высокая оценка за компоненты, но по технике он проигрывает 4 балла Николаю Угожаеву. Сейчас на 3-м месте. Для исполнения короткой программы Марк Кондратюк. Маркуша, Маркусечка, любимец публики, чемпион России и Европы 22 года, прирожденный артист, яркий, неутомимый, позитивный, любвеобильный, хотя и бывает настолько серьезным, например, как в произвольной, что аж мурашки по коже, но это послезавтра. Это послезавтра. А сегодня давайте возрадуемся.
Ну вот и как можно остаться равнодушным после такого проката? Браво, Никак. Марк! Браво, Марк! Мы уже себе все голоса сорвали. Кричали, хлопали, ладошки отбили себе. А Марка можно пересматривать в замедленном повторе просто полностью. Столько там нюансов и каких-то интересных находок. И, конечно же, эмоций. А сегодня еще и по технике все почти идеально. Леша? Я пытаюсь сформировать мою мысль не в миллионе слов, а буквально тезисно. Я скажу так, что вспоминаю тему, которую мы обсуждали с Мишей по поводу талантливых людей. Безусловно, Марк — это талантливейший от Бога человек. Очередной героический прокат. Все, Что спасибо очередной? за поддержку. Она мне была сегодня нужна как никогда. И можно так... у него бывают... опять же, те волны, о которых Миша говорил. И если все совпадает, то, на мой взгляд, это самый артистичный спортсмен нашей сборной. И еще отмечу, что когда у него идет, то никто из наших спортсменов, мне кажется, на одной ступеньке с ним не стоит. Но это когда все совпадает у Марка. Тьфу-тьфу-тьфу. В этом сезоне у Марка на самом деле идет. И у него складывается и техническая сторона обеих программ, и эмоциональная вторая оценка. То есть все складывается хорошо. Платежная система «Мир» традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Сегодня единственная такая была Вот шероховатость, здесь. неровность, да, на каскаде Сальхов-Тулуп 4-3. И мы... Это мы. Это мы с Василием, с Мишей. Это вот мы, это наши эмоции, то, как все переживают. Вы знаете, все, я понял, что у спортсмена должно быть, у настоящего, талантливого, мега-супер спортсмена должна быть эта рука, которая берет тебя со льда и держит. У Марка есть. Ну вот обратите внимание, сколько он потерял на недокруте в этом каскаде. И таким образом по технике проиграл 7 баллов Николаю Угожаеву, хотя у Марка самые высокие оценки за компоненты. И он на 4-м месте. Уже точно. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Петр Гуменник. И снова с музыкой из фильма «Парфюмер» на льду. Петр Гуменник оказался железным человеком, этот парень. Разносторонний, светлый, трудолюбивый, скромный. Почему-то именно на его долю выпали все эти испытания. Надеемся, не пройдут они зря. Ни для него, ни для нас, ни для нашего фигурного катания.
Если честно, я не хотел забегать и говорить об этом до проката. Я был уверен, потому что человек, который проходит Олимпиаду... Горнило, я бы даже сказал, олимпийское. Да, и такой был сложный заход в эти Олимпийские игры. И здесь для него по состоянию, на мой взгляд, психологическому, внутреннему гораздо все спокойнее и легче, нежели всем остальным. Браво! Но сегодня можно с абсолютной уверенностью сказать, что это было по-настоящему чемпионское катание. И действительно, пройдя Олимпиаду, приезжать сюда, в Челябинск, ты приезжаешь с таким настроением, что ты готов дарить людям радость, праздник и настоящее счастье. И сегодня это было. Двукратный победитель Гран-при России, финала Гран-при России. Спасибо. Снова идет Тамара Николаевна Москвина, Вероника Дайнеко. Все здесь, все те люди, которые на протяжении последних лет окружают Петю, его тренировочные процессы, конечно, оберегают его и добавляют, обучают Петю. Вот этот стартовый четверной флип с тройным тулупом. Судьи находят все-таки небольшой недокрут. Да, на замедленных повторах это видно. Да, и, ну, к сожалению, Петя вот так мягко приземляется, и он тем самым дает пищу для размышлений судьям. И если они захотят, они могут придраться. Сегодня, да, к сожалению, это случилось. Четверной луз чисто, уверенно, с очень длинным выездом. Здорово, классно. Тройной аксель. Совершенно сумасшедший. Он приземлился прямо перед нашей комментаторской позицией. И я даже немножко привстал убедиться, точно ли чисто. Да, 200% чисто. Дорожка третьего уровня. 2 вращения четвертого, 1 третьего. Он сейчас получает по технике очень хорошие баллы. Но и по зрительскому восприятию, да, можно как бы понять, насколько сильно его поддерживают, и компоненты сейчас будут тоже на очень высоком уровне. Но я рад за Петю, что он прошел эту школу под названием Олимпийские игры. И уже следующий олимпийский цикл, надеюсь, успешный в плане присутствия наших спортсменов на международной арене. У него есть колоссальный опыт. Теперь уже. Платежная система «Мир» традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Но сейчас все замерли в ожидании оценок Петра Гуменника. Ну, я думаю, очевидно, здесь Петя будет лидировать, Коля второй и Влад третий. Ну да. Но вот из-за этого маленького недокрутика по технике у Петра Гуменника оценка на 1 балл ниже, чем у Николая Угожаева, но сильно выше по компонентам, чем у ближайших преследователей. И Петр Гуменник лидирует с результатом 103,62. Ну и 9 марта увидимся на произвольной программе у мужчины. Это будет, конечно же, сумасшедшее событие, пропустить которое просто не имеем права. Петр Гуменник сейчас будет доступен для интервью. Вот она, эта турнирная таблица. Обратите внимание, 98-92, 98-52 у Дикиджи и Семененко. Вообще разницы никакой в турнирной таблице перед произвольной программой. И Марк Кондратюк на данный момент на такой не очень привычной позиции, 5-й, учитывая то, что катание-то все-таки было вроде бы чистым, да, и таким впечатляющим. Но судьи сегодня мега четкие, замечают, конечно, каждый штрих. И интервью. Не прощаемся, ребята. Завершились короткие программы мужчин. Здесь у нас сидит текущий лидер Петя. У нас один вопрос. Мы уже поняли, что Петр первый. У нас другой вопрос. Как ты это делаешь? Из чего ты состоишь? Мы вот прям с ребятами стояли, за тебя болели, и мы действительно думали, что Петя, если не железный, то из чего он состоит? Ты вообще как? Ну, сегодня я в порядке, все было довольно легко. К этому соревнованию, ну, может, не конкретно к этому,
Но к февралю, к марту всю подготовку построил так, чтобы вот в это время быть в лучшей форме. И пока это, в принципе, получается. И это хорошо, потому что конкуренция у нас здесь не слабее. Сейчас вся вторая разминка, по-моему, чисто откатали свои программы. Первой разминки тоже много кто показал хорошие прокаты. Ну, поэтому я просто не мог себе позволить как-то допускать ошибки или расслабляться. Но мы правильно понимаем, что не стояло даже вопроса, будешь ли ты участвовать здесь на финале или нет. После Олимпийских игр ты приехал и продолжил готовиться. Может быть, ты хотел дать себе время отдохнуть как-то. Кто-то, он даже с чемпионатов мира снимается, но на финал ты поехал сюда. Ну, перед Олимпиадой я о финале особо не задумывался, но после проката мне кто-то говорил, да, что возможен спад, будет тяжело. Но я решил, что как раз, если так и будет, то даже лучше. Нельзя себе сейчас давать расслабиться, потому что если расслабиться, еще к этому прибавится спад, то потом будет тяжело просто и в следующий сезон входить. Поэтому надо сейчас просто в это время себя перебороть и не допустить спада. В отличие от других ребят, у тебя теперь есть международный опыт, да еще какой Олимпийские игры. Что ты вынес для себя из этого турнира? Ты потренировался с ребятами из других стран на тренировках, может быть, что-то взял. Ну и, конечно, расскажи вообще сам. Я понимаю, что тебе уже надоели эти вопросы, но вот именно выводы, которые ты сделал после Олимпийских игр, потому что нам никогда не надоест это слушать. Ну да, на тренировке я подметил такие интересные каскады, как четверной сальхов с четверным акселем, четверной аксель с одинарным сальто. Вот, это я подметил, но пока еще не реализовал. А так, ну, еще раз показалось, что в спорте все возможно, что надо быть готовым, надо быть стабильным, не падать, потому что всякое может случиться, и нужно свой шанс не упускать. Ну, еще важно уверенно все делать, хорошая подготовка, залог спокойного выступления. Если до этого я не так хорошо понимал, как себя подготовить лучше, то теперь понимаю, что если у тебя все уже давно хорошо получается, ты знаешь, что сделать, чтобы выехать, то и переживаешь меньше. Ну, сальто — это достаточно горячая тема сейчас в мире фигурного катания. Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то в восторге, кто-то говорит, что надо обратно запретить. Но вот на Олимпийских играх было много участников, которые делали этот элемент. И вот ты говоришь, что ты тоже подметил, но пока что не реализовал. А что это значит? Значит ли это, что мы, возможно, в следующих сезонах от Петра Гуменника увидим сальто? Зачем нам сальто? Лучше аксель уж четверной тогда? Да, после четверного акселя. Такую последовательность. Сначала четверной аксель, потом сальто. Ждем каскад. На тебя свалилось бремя славы. Я это заметил. Если раньше тебя очень любили в Санкт-Петербурге и болельщики в России фигурного катания, то теперь буквально каждый человек в стране знает фамилию Гуменник. Как с этими медными трубами бороться? Почувствовал ли ты уже действительно уже теперь корону на своей голове? Или есть кому сбить ее, если же вдруг появится? Ну, насчет короны не знаю, но в целом мне очень приятно, что вот здесь, когда вышел на лед, мне сразу начали кричать: «Петя лучший, Петя давай». Сразу, ну, приятнее выступать, когда чувствуешь, что весь зал ждет твоего выступления, что он тебя поддерживает, что ему нравится твое катание. В такой обстановке, ну, просто гораздо приятнее выступать, ну и в целом находиться. Ну, так я... И, ну, и в обычной жизни меня теперь где-то, бывает, узнают, даже возле дома кто-то узнал. Но мне всегда приятно там сфоткаться, дать автограф. Вот. Это звезду не поймал? Ну, я даже не знаю, каково это. Мне кажется, Пете было просто некогда. Ему после Олимпийских игр нужно было готовиться к финалу. Но мы точно можем тебя поздравить и с текущим первым местом, с прекрасным прокатом и с музыкой. Мы наконец-таки увидели того парфюмера, в которого ты нас всех влюбил. Вот немного расскажи нашим зрителям, насколько трудно было выходить на Олимпийские игры под другую музыку. Потому что, ну, конечно же, программы совершенно выглядят по-другому. Костюм, образ. Но, тем не менее, музыка на Олимпийских играх тоже тебе очень подходила. Сбивало ли это тебя? Или наоборот как-то, может быть, ты отвлекся и было легче?
Ну, услышав новость, что мне нельзя будет кататься под свою музыку, я не расстроился. Знал, что у меня много других вариантов. Старые короткие у меня очень хорошие. Я их вспомнил. Но оказалось, что даже старую нельзя катать. Тогда начал искать какую-то музыку, которая бы подходила под мою нынешнюю программу. И вот это уже было непросто, но очень хорошо, что нашелся вот наш композитор Эдгар, который написал музыку под названием «Онегин», вальс 1802. Вот, я решил, что ну раз Онегин, это значит мое будет. И на тренировках сначала пытался, ну все-таки там немного другой темп, немного другие акценты. Я пытался это обыграть руками, темпом перебежек, шагов, и понял, что таким образом я не сделаю прыжки, потому что начиная с мая прошлого года я вот специально очень дотошно оттачивал каждую ногу, каждый переход. Вкатывал ритм именно Да, программы. чтобы ритмически и по кривизне дуг все было одинаково, и я одинаково улетал в прыжок. Поэтому уже на само выступление я принял решение отключиться просто от музыки и в дорожке только начать ее обыгрывать, что в принципе получилось, но, конечно, когда вся программа отточена, это другое дело, ее гораздо приятнее катать. А сколько вообще тренировок у тебя было, чтобы попробовать под эту музыку покататься? Потому что тренировки же короткие на Олимпиаде. И сколько одно звучание музыки всего, правильно? И это нужно еще как-то успеть. Ты, может, и в плеере ходил, слушал целыми днями, чтобы... Да, в плеере постоянно слушал ее, в голове катал сам. Ставил видео на телефоне, как я выступаю на соревновании, и параллельно включал вот эту музыку новую, чтобы отметить, где под какой акцент что будет, чтобы быть готовым уже. И на тренировках 3 раза у меня получилось откатать. Первый раз я просто прислушивался, второй раз пытался подстроиться под новую музыку, и третий уже отключился. Ну, хорошо, что успел найти правильный баланс. Италия — это одна из, наверное, столиц мировой моды, самая такая модная страна, где куча дизайнеров. И там твой костюм короткой программы вошел в топ Вога итальянского. Ты видел это, новости, вообще как к этому относишься? Да, видел. Было приятно, что меня там в тройку поставили. Да, всегда почетно быть на пьедестале, вот, тем более в таком крутом журнале. Вот. И спасибо большое Светлане Гачинской. Она все костюмы мне шьет очень красивые, подходящие мне. Даже не только по форме и по цвету она подбирает, чтобы именно мне все подходило. Мне кажется, почти с любым костюмом я бы там смог отметиться в этом журнале. Максим, давай, наверное, отпустим. Последний вопрос задаю и отпускаем. Ну, ладно. Мне еще интересно узнать, за пределами фигурного катания, не берем вообще лед, тренировки, встречи с друзьями. Что тебе запомнилось на Олимпийских играх? Какие твои самые яркие впечатления, если не брать выступления на льду? Мне очень понравилось тренироваться. Я и так это люблю. Особенно в хорошей компании, когда все делают четверные. Уже никто не нервничает, не переживает, просто спокойно. Что-то даже не на результат, а больше для развлечения. Просто все в свое удовольствие катаются. Это было здорово. Ну, ты даже там помузицировал. Да, там была хорошая зона отдыха. Я там помузицировал, поиграл в аэрохоккей, в футбол, пособирал пазл, в шашки поиграл, в компьютер поиграл. В общем, первый день, когда туда приехал, у меня разбежались глаза, руки, я начал везде там бегать. И даже пришлось на второй день специально себя как-то угомонить, заставить сосредоточиться, чтобы это никак не помешало выступлению. Ты так описываешь, как будто бы детские такие эмоции, радости. Просто, в детскую комнату попал. Вау, ура, тут вкусно, тут поиграть, здорово, Олимпиада. Спасибо, Петь, ты нас действительно впечатлил, гордость наша. Я под впечатлением сразу после произвольной программы в социальной сети оставил комментарий, он стал самый залайканный. Я написал, что ты больше не Петр Первый, ты Петр Великий. Поэтому живи теперь с этим титулом дальше, продолжай нас радовать. Удачи тебе в произвольной программе. Ну, а мы пока посмотрим интервью Николая Угожаева. Спасибо большое. Николай, мои поздравления. Очень крутой,
очень дерзкий в хорошем понимании этого слова прокат, и я вижу по улыбке, что вам самому понравилось. Попробуйте найти какие-то слова, чтобы описать, каким он для вас получился. Ну и, наверное, чуточку обидно, что до сотни совсем немного не хватило. А это уже вторично. Главное, что я сам доволен прокатом, сделал свой максимум. Мне решил вернуть старую программу, мне она больше нравится, она драйвовая, мне самому очень классно ее катать. Поэтому вот такое вот решение, я считаю, оно на 100% оправдалось. И публика очень хорошо поддерживала, прям давала заряд. А мысли какие в голове крутились? Потому что было ощущение, что вы полностью вовлечены в программу, но очень расслаблены. Ну, не сказать, что расслаблен, скорее собран и вовлечен в программу. То есть я не отвлекался на внешние факторы, и это мне помогло. Есть ли ресурс, чтобы произвольную программу Конечно, до конца есть. дотерпеть физически в одном ритме? И вообще, какой бы вы план для себя поставили на произвольную программу? Чистое, хорошее катание, чтобы самому понравилось. И было много хороших впечатлений от программы. Чистого, хорошего вам катания. Спасибо. И желаем спасибо еще раз за такое классное выступление. К нам присоединилась Анна Щербакова, но прежде чем мы с ней поговорим об итогах коротких программ, мы обязательно посмотрим интервью Влада Дикиджи. Владислав, мой друг, я рад вас видеть и поздравляю вас с очень крутым прокатом, с лучшим результатом по баллам в сезоне. Но прежде чем этот прокат обсуждать, я хотел бы вас еще поздравить с возвращением в место силы. Ведь 2 года назад именно здесь, в Челябинске, была первая медаль чемпионата России вами добыта. Вот в связи с этим есть ли какой-то приятный трепет на душе? Спасибо большое. Трепет, понятное дело, есть. Вот, это образно с этого города все и начиналось у меня тогда. И на самом деле это немножко волнительно, и я очень сильно, знаете, что больше меня накрыло, что вроде как будто это только вот вчера было, а уже как бы 2 года прошло. И я еще вот так задумался, не быстро ли время летит, ну, как бы можно как-нибудь помедленнее чуть-чуть, вот. Но это вот единственное, что меня так это закрутило, завертело. Время летит очень быстро, а тем временем из чемпионата России в Санкт-Петербурге больше 2 месяцев прошло. И, конечно, этот прокат сегодняшний мы, хочешь не хочешь, невольно будем сравнивать с тем, потому что, уверен, вам очень хотелось за тот прокат исправиться. Насколько сегодня исправиться получилось, и вы после своей коронной фразы, после проката, обращенной к тренеру, еще показали вот так вот пальцами чуть-чуть. Что чуть-чуть чего-то не хватило, по вашему мнению? Да нет, это уже просто в привычку вошло. Ну, если сравнивать просто с чемпионатом России данные прокаты, то я убрал флип, который очень, как бы, не знаю, как-то своеобразно плохо на меня влиял. Вот, и мы специально отправились с Олегом Станиславовичем на чемпионат Санкт-Петербурга, чтобы проверить данную связку, уже не с флипом катать, а с альхо. Все там откатал, чисто за 100 перевалил, там 100, 101, где-то так. И мне, в принципе, так полегче будет. Вот, и нужно было к чемпионату, наверное, тоже прыгать с альхов, но замудрили, завертели то же самое, поэтому... Ну ничего, все, что не делать, все к лучшему, поэтому нормально, все хорошо. Еще один вопросик буквально на отвлеченную тему. Мы с вами после Олимпиады видимся впервые, и я не могу у вас не спросить, если уж я, будучи просто знакомым для Петра Гуменника, жил, спал, ел, сидел и смотрел Олимпиаду будто на иголках, то вы, будучи его лучшим другом, братом, как вы говорите, какой спектр эмоций вы испытали и как за него болели? Меня, наверное, так никогда не трясло, как вот за прокат Пети на Олимпиаде, потому что я не представляю вообще, что человек внутри испытывает, какие вот нервы у него должны быть. Вот, и я когда смотрел, я вот тоже не мог усидеться, я вот так полежу, так постою, так побегаю вокруг кровати. Ну, понятное дело, как за себя переживаю. Даже не могу представить, что было бы, если я туда поехал. Не знаю, как это эмоционально, это мне пока что не понять, наверное. Нам боязно представить, какие эмоции испытывал Петр, но я знаю, что мы испытываем, когда смотрим и ваши выступления, и Петра, это действительно счастье и наслаждение. Поэтому спасибо чистого вам проката в произвольной программе. Спасибо огромное, спасибо. Ну и мы благодарим Игоря Прудникова, который в микс-зоне берет интервью наших ребят, и вы можете слышать и видеть их, и слушать эти вопросы, и слышать их ответы. А сейчас мы попросим дать ответы Анну Щербакову.
Как тебе мужское одиночное катание сегодня? Мне кажется, что сегодняшними прокатами мужчины как будто забрали у меня всю работу, потому что можно искать нюансы, комментировать, рассуждать, когда есть какие-то ошибки, или, может быть, мы что-то не понимаем, хочется разобраться. А когда один за другим выдают просто космического уровня прокаты, это может только восхищать и радовать, потому что, ну вот если сравнивать с девочками, то когда мы их комментировали, именно там мы сказали, что, наверное, это такой старт, что все нервы остались на чемпионате России, сейчас все расслабятся и просто покажут самое лучшее свое катание. Но в итоге у девочек, наоборот, чувствовалось волнение, нерв, переживания, ошибки. А мальчики вот показали именно то, чего мы ждали. Они все как будто уже не нервничали и спокойно, с душой, с таким кайфом откатали свои программы и при этом на просто какой-то невероятной сложности. Ты присутствовала на Олимпийских играх, на трибунах сидела во время мужской одиночки произвольной, когда выигрывали, к сожалению, с треском некоторые проваливались, такое тоже случается. Но вот с высоты именно олимпийских трибун, вот ты точно можешь сказать, как Петя выглядел среди других участников и как он выглядел сегодня. Может быть, ты посмотрела сегодня на короткие программы наших других мальчиков и можешь как-то сказать, может быть, чего-то нам не хватает для того, чтобы выйти на такой хороший уровень именно вот баллов? Если говорить про Петю, то он и на самой Олимпиаде вообще не затерялся. Он был среди лучших абсолютно точно, при том, что, на мой взгляд, сегодняшний прокат был сильно выше по уровню. Ну и, конечно, музыка, программа, которая ставилась именно под эту музыку, конечно, она здесь смотрелась иначе. И плюс прокат уверенный, чистый, с каскадом 4-3, поэтому если он и там не затерялся, то, конечно, с таким прокатом, ну, просто не люблю рассуждать, в спорте не бывает если бы, да кабы. Петя откатал так, как откатал, и откатал очень хорошо, поэтому мы всем гордимся, но сегодня то, что он показал, это, конечно, уровень еще выше, чем то, что он показал в Милане. Но и про остальных мальчиков, если говорить, то все-таки и в Милане постоянно мы видели много ошибок, взлеты, падения, опять же, то сегодня очень порадовало, что наши мальчики не как мы обычно, что ой, сейчас начнется, этот упал, этот это. Сегодня все как один выходили и показывали прям высочайший уровень, при этом с контентом, который и на международном уровне редко увидишь. Мы как минимум 3 проката сегодня увидели с наисложнейшим набором, да, когда это флип, лутс и тройной аксель. И еще много других прокатов, где все равно был там и четверной лутс, старшие четверные прыжки. Чем наши мужчины лучше, чем иностранные спортсмены? В чем наше преимущество? Потому что очень много я видел каких-то высказываний по поводу того, как мы отстаем. Даже там Алексей Гудин говорил, в чем мы отстаем. А вот в чем преимущество? Все, должно же быть у нас и преимущество. Если есть белое, то должно быть и черное. Безусловно, мы все всегда говорим, что сравнивать можно только фигуристов, которые выступали на одном и том же соревновании, на одном и том же льду, в одних и тех же условиях и с одним и тем же судейством, потому что очень сложно, конечно, сравнивать, когда это настолько отдельно, и мне кажется, что как раз-таки вот когда этот момент случится, и когда мы сможем не рассуждать гипотетически, что будет, а увидеть, как оно есть в реальности, я уверена, что наши ребята, и девочки, и мальчики будут очень заряжены. Они здесь не сидели сложа руки, все это время не просто ждали, а очень много работали, прогрессировали. У нас развивается с каждым годом только больше наш прекрасный вид спорта, за что спасибо и Первому каналу, и Федерации фигурного катания, которые столько сил в это вкладывают. Поэтому я уверена, что наши ребята выйдут очень замотивированными и заряженными. Мне кажется, что наша сила как раз в том, что у нас очень высокая конкуренция внутри страны, и в других странах, если есть один там самородок какой-то фигурист, даже взять Илью Малинина, у него внутри, на внутренней арене никто не подпирает сзади, а у нас ты отступился и все. Уже не на троне. Мало того, что у нас очень высокая конкуренция внутри страны, так ребята еще друг за друга так стоят, они друг друга братьями называют на протяжении многих лет, они выходят на турниры, у кого-то получается, у кого-то нет, и несмотря ни на что, они действительно очень так по-дружески между собой именно соревнуются, то есть это не турнир, это не бойня, а вот именно такое дружеское соревнование, за которым очень приятно наблюдать как зрителю.
Я с тобой согласен полностью. И Аня тоже свои медали добывала в невероятной конкуренции с нашими тоже супер девчонками. И это тоже было непросто. Они двигали друг друга, толкали друг друга. Поэтому я думаю, что тут спорить бесполезно. И просто хочется, наверное, подвести итог, что пусть и завтра тоже все у всех получится. Мы обязательно будем с Женей освещать фигурное катание. Аня тоже будет нам помогать и комментировать. Оставайтесь на Первом канале, смотрите фигурное катание. Завтра у нас парное катание, которое я буду комментировать, и танцы на льду. Так что увидимся завтра.